Сегодня будем учиться социологии вместе с чатом GPT. Я уже начинал учиться социологии, но мне кажется, я все забыл. Надо заново. Я попросил его курс, разбитый на модули, он предложил. Начнем с первого модуля. Давайте послушаем вместе. Отлично! Погружаемся в модуль 1. Введение в социологию. Модуль 1. Введение в социологию. 1. Что такое социология? Область и задачи науки. Социология — это наука, изучающая общество, социальные группы, отношения и институты. Ее задача — понять, как и почему люди взаимодействуют, как формируются социальные нормы и структуры. Примеры вопросов. Почему люди объединяются в группы? Как социальные нормы влияют на поведение? Почему возникают социальные конфликты? Краткая история развития социологии. Социология как наука появилась в XIX веке. Основатели Агюст Конт ввел термин «социология», Эмиль Дюркгейм, Карл Маркс, Макс Вебер. Каждый внес свой вклад. Например, Дюркгейм исследовал социальные факты и коллективное сознание, Маркс — классовую борьбу и экономические отношения. Основные концепции и подходы. Функционализм. Общество как система взаимосвязанных частей. Каждая выполняет функцию. Дюркгейм, Парсонс. Конфликтология. Общество в состоянии постоянного конфликта из-за противоречий интересов. Маркс. Символический интеракционизм. Внимание на микровзаимодействие, символы и значения, которые люди придают событиям. Мит, Блумер. Социологический взгляд на общество и культуру. Общество — это не просто сумма людей, а сложная система отношений и правил. Культура включает ценности, нормы, символы и артефакты, которые формируют поведение и мышление. Что сделать для закрепления? Найди краткую статью или видео о социологии 5-10 минут. Попробуй ответить на вопросы. Чем социология отличается от психологии или истории? Какие задачи у социологии? Какой из 3 подходов тебе кажется наиболее понятным и почему? Если хочешь, могу предложить несколько простых текстов и видео по теме, чтобы сразу начать с хорошей базы. Хочешь? Я не особо понимаю, как эти подходы в социологии согласуются. Являются ли они взаимодополняющими или они являются альтернативами? Вот, например, в этике есть 3 подхода. Это этика добродетелей, это деонтология и утилитаризм. Да? Они альтернативы все друг другу, хотя человек может совмещать их. Да? Являются ли функционализм, конфликтология и символический интеракционизм альтернативами друг другу? И как они уживаются вместе? Могут ли они сообщать противоположные заявления про одно и то же явление, событие, отношения? Хватит записывать. Вам не видно, что ли? Блин. Эти подходы могут противоречить друг другу. Они являются альтернативными. Стоп.
Давай, думай, машина. Я сам склеил, собрал. Да-да-да, фокусируйся, а меня в расфокусе. Потрясающий прогресс машин. И, конечно же, Ева. Что там мне написала бездушная машина? Да, эти три подхода могут противоречить друг другу, и это нормально. В социологии нет единой правильной точки зрения. Функционализм видит общество как гармоничную систему, где все имеет функцию. Конфликтология, напротив, подчеркивает противоречия и борьбу за ресурсы, видит социальные структуры как арену борьбы. Символический интеракционизм смотрит на микроуровень, как отдельные люди создают смысл в повседневных взаимодействиях. Можно считать их альтернативами, когда ты выбираешь, с какой позиции объяснять конкретное явление, но их иногда используют взаимодополняющую. Макроуровень — функционализм и конфликтология, микроуровень — символический интеракционизм. Дают более полное понимание общества. Если хочешь, я могу нарисовать простую схему, как они соотносятся. Какой-либо из этих подходов опирается на эмпирическое познание, то есть добывание знаний через эксперименты с контролем переменных, или же все три подхода — это результат концептуальной инженерии, а не поиска объективных данных, описывающих общество и формирующихся в теории и теоремы, как это бывает в физике. Какой у меня низкий голос. Ха-ха-ха. Ну. Какой-либо из этих подходов опирается на эмпирическое познание, то есть добывается знание через эксперименты с контролем переменных, или же все-таки три подхода — это результат концептуальной инженерии, а не... Из трех подходов только частично функционализм и конфликтология иногда опираются на эмпирические данные, но они не строго экспериментальные в научном смысле. Функционализм чаще строит модели общества, потом проверяет их на наблюдениях и статистике. Контроль переменных почти не применяется, это больше макроаналитика. Конфликтология тоже преимущественно концептуальная, но можно смотреть на реальные данные о неравенстве, протестах, экономических ресурсах. Эксперименты с контролем условий почти невозможны. Символический интеракционизм почти полностью эмпирически качественный, но это наблюдение, интервью, анализ взаимодействий, контроль переменных минимальный, эксперимент почти не используется. То есть все три в основном концептуальные подходы, а эмпирика здесь вспомогательная, не строго лабораторная. Если хочешь, я могу показать сравнительную таблицу, какой подход на что делает упор, теория или эмпирика.
Что других подходов, кроме этих трех, нету? Что-то более опирающееся на эмпирические исследования? Есть. И они ближе к жесткой эмпирике, чем три классические. Например, позитивизм. Агюст Конт, 19 век. Идея, что общество изучается так же, как природа. Через наблюдение, сбор фактов, статистику. Он стремится к объективным измеримым данным. Неопозитивизм и количественные подходы. Современное продолжение опирается на соцопросы, эксперименты, большие базы данных. Этнометодология изучает повседневные действия людей через наблюдение и запись взаимодействий. Хотя качественная, она строго эмпирична. И экспериментальная социология редкая, но есть лабораторные полевые эксперименты, контроль переменных, рандомизация. Учение и направление в методологии науки, опирающиеся единственным источником истинно действительного знания, эмпирические исследования, отрицающие познавательную ценность философского исследования. Основной тезис позитивизма – все подлинное, то есть позитивное знание есть совокупный результат специальных наук. Стадия истории человечества с позиции позитивизма. Теологическая в качестве объяснительной гипотезы использует понятие Бога, которому приписывают первопричины, явлений, и которого увлекает человечкоподобным образом. Теологическая стадия распадается на три ступени. Первопричины в человеческое образование. Пантеизм, метафизическое, позитивистское. Единственной формой знания по Конту становится научное знание. Количество становится достаточно взрослым, чтобы смело признать относительность релятивизма с нашим познанием. В этом аспекте позитивизм преодолевает характерный для научной революции эпохи барокко оптимизм. Конт. Агюст. Конт? Не Конт? Утверждает, что общество, как физический мир, демонстрируется, формирует в соответствии с научными законами. После Конта возникли позитивистские школы в логике. Как правило, позитивисты пытались внедрить научные методы в свою область. С начала 20 века позитивизм хотя пришел упадок из-за критики социальных наук, в том числе со стороны антипозитивистов и критических теоретиков за предполагаемый систематизм, редукционизм, сверхобобщение и педагогические ограничения. Необыкновенное влияние позитивизма оказал и на кардецизм. Реинкарнационность, понятно, уже понял. Королевскую науку.
Этнометодология – направление социологии, занимающееся изучением обыденных норм, правил поведения, смыслов языка в рамках повседневного социального взаимодействия. Это направление универсализирует методы этнографии, распространяя их на повседневное поведение людей во всех, а не только архаических культурах. Основоположник и автор этнометодологии американский социолог Гарольд Винкер в своей работе «Исследования по этнометодологии» 1967 года он предложил методику изучения этнометодов, обыденных методов, которыми люди пользуются для того, чтобы осмыслить действия и речь других. Каждый человек неосознанно пользуется своими методами осмысления процесса взаимодействия. Верно понять смысл взаимодействия разговора можно только в том случае, если известен контекст ситуации, не представленный в самом взаимодействии. Инструкции и предписания для всякой ситуации не охватывают и не могут целиком охватить ее многообразие. Индексные выражения используются в повседневной коммуникации, имеют структуру и потому могут быть рационализированы. Когда индивиды прибегают к этим выражениям, то совершают сами и приписывают другому такую работу, благодаря которой сказанное в диалоге понимается из контекста интерсубъективных отношений. Аналитик должен использовать здравый смысл и как предмет исследования, и как его ресурс. Социология или метасоциология – это область социологии, объединяющая социальные теории с анализом влияния социально-исторических индексов на социологическое интеллектуальное производство.
Вот думай, что я имел в виду. Фальсифицируемость функционализма низкая, конфликтология средняя, символический интеракционизм низкая, позитивизм высокая, фальсифицируемость. Если я правильно понимаю, Карл Поппер раскритиковал позитивизм и неопозитивизм, указав, что они используют критерий верификации, приложив критерий получше – фальсификацию. А ты пишешь, что у неопозитивизма высокая фальсифицируемость. Ты ничего не путаешь? Спросил я искусственный интеллект. Нет, ты уловил важное различие. И тут важно уточнить нюанс. Классический позитивизм в более строгой форме неопозитивизм действительно акцентирует верификацию. Утверждение считается научным, если его можно подтвердить опытом. Карл Поппер критиковал это, потому что никакое эмпирическое наблюдение не может окончательно утвердить универсальное утверждение. Но в современной интерпретации неопозитивизм часто переводит на операциональные и измеримые понятия, что делает его гипотезы потенциально фальсифицируемыми. Можно поставить эксперимент или собрать данные, которые покажут, что утверждение неверно. То есть первоначальный неопозитивизм был ограничен верификацией, но если рассматривать современные эмпирические методы, основанные на операционализации понятий, тогда фальсифицируемость реально возрастает. Можно сказать, Поппер критиковал классический логический позитивизм, но эмпирические методы, вдохновленные неопозитивизмом, могут быть фальсифицируемы. Если хочешь, могу нарисовать небольшую схему верификация против фальсификации, где находятся подходы. Это сильно прояснит ситуацию. Ладно.
прочь. Так себе. Вы, наверное, не заметили, но я обожрался гороха и попердываю. Надеюсь, вы заметили. Мне очень нравится. Дай подробное описание каждого понятия. И тут группы понятий: эпистемологические критерии, критерии научности и методологические нормы. Пусть объяснит. Объясни более подробно все эпистемологические критерии, а то он дал мне ответ, в котором коротенькие определения. Прочь. Хотя нет. Вот вы все прочь. Функционализм. Конфликтология. Символический интеракционизм.
Этнометодология. Неопозитивизм. Просто позитивизм. И так называемый эксперимент. Да нет такого. Все остальные прочь. Прочь, столбики. Вы мешаете учиться мне. Так, давай забавим остальные критерии научности и методологические нормы. Такс. Залетай сюда. А потом. Ладно, сейчас. Знание считается обоснованным, если у человека есть разумные основания верить в утверждение. Например, верить, что вода закипает при 100 градусов на уровне моря, обосновано, потому что это подтверждено множеством экспериментов. Тонкость. Обоснованность не гарантирует истинность. Человек может иметь логичные аргументы, но быть неправ. Например, древние астрономы считали Солнце вращающимся вокруг Земли, их убеждения были обоснованы, но ложны с точки зрения современной науки. Истинность. Truth. Суть. Знание должно соответствовать реальности. Утверждение истины, если оно отражает факты. Например, Земля круглая, истина, Земля плоская, ложная, тонкость. Разные теории истины определяют ее по-разному. Корреспондентная теория истины утверждает истина, если соответствует фактам, не истина, если логически согласуется с другими убеждениями, истина, если полезна или эффективна для действий и предсказаний. Универсальность. Знание должно быть применено в широком контексте, а не только в универсальных уникальных условиях. Все подтверждения действуют одинаково на Земле и на Луне с поправкой на массу и расстояние. Тонкость. Универсальность тесно связана с формированием научных законов. Если знание
устойчивых методов. Метод научного эксперимента или математическое доказательство. Надежность. Надежность не обязательно гарантирует абсолютную истину, но повышает доверие к знаниям. Например, старые измерительные приборы могли быть ненадежны, но менее точны. Могли быть надежны. Когерентность. Знание должно быть совместимо с другими убеждениями и не противоречить общей системе знаний. Теория Эйнштейна согласуется со своими физическими законами в своей области применения. Тонкость, когерентность не гарантирует истинность. Можно построить логически согласованную, полностью вымышленную систему убеждений, например, логическую или мифологическую. Фальсифицированность, наша любимая. Знание или утверждение считается надежным, если его потенциально можно подвергнуть и опровергнуть опытом или наблюдением. И наблюдением? Да! А я думал, можно только представить эксперимент, в котором это могло бы оказаться неверно. Вот в чем суть. Ух ты ж, блин, фальсифицированность. Хорошая моя. Опять? Ну, да, естественно. генетика. Хотя генетика это, разновидность химии. Чтобы вы понимали, чем я сейчас занимаюсь, я очень заинтересован в социологии, и вроде как это важно знать свойства общества. Однако те три больших подхода основных, которые предлагаются в социологии, функционализм, конфликтология и символический интеракционизм, они, походу, для меня неудовлетворительны. Может, я их плохо еще понял, но я человек, который придерживается научного метода,
хватаюсь в него, вцепляюсь и держу, и не отпускаю всю жизнь. Вот, то есть то, как естественные науки познают свои предметы изучения, я считаю отличным методом получения знаний. Но эти три: функционализм, конфликтология и символический интеракционизм, они, по-моему, очень как это называют? Спекулятивны. То есть гипотетичны. То есть, а давайте рассмотрим так, а давайте поговорим, что на все влияет вот это вот. И держаться просто и думать, что на все влияет вот это вот. Но не обязательно. Я просто хочу выбрать для себя подход в социологии, который, судя по всему, больше всего согласуется с научной методологией, которая применяется в естественных науках и формальных науках. Нет, в естественных. Я, конечно, понимаю, что социология — это общественная наука. К ней претензии, такие как претензии к эмпирическим наукам, не стоит применять. Ну, однако, здравствуйте. Вот и я смотрю, я пытаюсь проанализировать, через какие критерии я могу проанализировать каждый из предложенных подходов в социологии и понять, какой я выброшу. Например, в психотерапии есть психоанализ. Я думаю, это не научно. По многим комментариям многих разных исследователей. Да уж, апелляция к большинству, каким-то мнением. Ну да, вот я считаю, что психоанализ ненадежный, неправильный. А когнитивно-поведенческая терапия правильна. Как говорил это? Я так чувствую. Я говорю: Миша, мне похуй, я так чувствую. Тиньков, который. Но я хочу гораздо ответственнее подойти, чем просто сказать, что вот я так чувствую, что символический интеракционизм работает. Все там адекватно. Не, я хочу очень дотошно, очень душно подойти. Такс. Ладно. Сейчас сведем с ума нашу машину. Давай как-нибудь. Смотри. Я хочу очень тщательно понять устройство каждого подхода
в социологии. Чтобы выбрать самый приближенный к естественным наукам, то есть эмпирический, то есть соблюдением научной методологии. Ну или... Ну ладно, я просто не хочу его нагружать и подталкивать, чтобы он мне советовал именно экспериментальную социологию, которой почему-то нет статьи на Википедии. Для начала... ну я объясню, что я хочу. Поэтому каждый подход тебе надо по очереди проверить на соответствие методологические нормы, критерии научности и эпистемические что-то там критерии, да. Не надо шестеренку. Множеству феноменов в настоящей науке. Да? Начнем с функционализма. Причем я хочу, чтобы ты учитывал данные определения понятий, терминов. И бум, сейчас на него высрем эту гору текста. Высрали эту гору текста. Ну все, думай, машина. Как неуважительно, когда роботы восстанут в неком здании. Да, он сейчас скажет, память обновлена. Сука. Надо сохранить мои потуги. Да. Интернет просто в восторге от моих потуг в промпт-инжиниринге. Вот смотрите, я целый час учусь и чуть-чуть устал, но я могу продолжать. Учиться. Даже не просто учиться, а создавать исследования в области философии и науки. Я делаю исследования чисто, чтобы понять, а не для обнародования людей. Ну ладно, что значит я делаю? Я хочу
получать ответы, а искусственный интеллект делает за меня. Вот так я делаю. Так, интернет, вернись, пожалуйста. Интернет не возвращается. Может, другая нейронка сработает. Прикиньте, когда будет общий искусственный интеллект и будут цифровые личности, они между собой будут называть людей нейронками, а не друг друга. Для них мы какие-то странные нейронки с какими-то странными биологическими транзисторами непонятными, возникшими ой, как давно! Это такая древность, фу, это так устарело, биологические мозги. Что ж, дружище, ты не в шоке от того, сколько я тебе предлагаю вставить текста? Погнали. Все, жри! Жри этот тонну текста. Все понял? Ну давай, теперь отвечай. Так. GPT-нчик, пожалуйста, подведи меня. Так. Интернет есть. VPN есть. Давай, родненький. Блядь. Ай. Берем. Все, теперь можешь понять меня? Что?
Анализ подходов и парадигм социологии через критерии. Критериями. Господи, блядь. Ой. В жопу, просто в жопу. В жопу. Потом. Потом. А это можете стереть. Пук. Нахрена? Ну ладно. Или не по статистике, не знаю. Посмотрим, какой курс проходить.
Давай курс по питону попробуем. Ой, сразу пропало желание. Ой-ой-ой. Давай курс по маркетингу. Маркетингу. Так, модуль 1. Введение. Что такое научный маркетинг? Что такое маркетинг? Определение с точки зрения экономики и психологии. Как верифицировать маркетинговые гипотезы. Аналогии с научным методом. Методы исследования маркетинга. Эксперименты, опросы, наблюдения, RTC. Рандомизированные контролируемые тесты. Источники объективных знаний. Академические журналы, метаанализы, кейсы с открытой методологией. Поведение потребителя, основы психологии и экономики. Якорь по тестированию контестировать. Давай приступим к первому модулю, предложи мне что-нибудь. Так, интересно, что я там написал? Как ты ранее сказала, нужно, чтобы мы направили трафик на два разных варианта страницы. На вариант, в котором ничего не изменили, и на вариант, где там мы изменили вроде бы цвет кнопки. Потом надо удостовериться, что мы рандомизировали, кто попадает на какую версию страницы. Ну и, наверное, желательно... что он меня спросил? Как бы ты спланировал АБ-тест для увеличения кликов на кнопку, чтобы минимизировать влияние внешних факторов и получить объективные результаты? Какие параметры и факторы нужно учесть при проведении такого эксперимента? Ну вот я рассказал. Он говорит, все правильно. Спасибо. Что там еще в первом модуле? Что он много мне предложил. Поведение потребителей. Сегментация рынка, стратегии маркетинга. Не торопись.
Пук-пук-пук. Маркетинг с точки зрения экономики. С экономической точки зрения маркетинг – это процесс изучения рынка, зрения маркетинг – это процесс изучения рынка и управления спросом для оптимизации обмена товарами и услугами между продавцом и покупателем. Ключевые аспекты спрос и предложения. Маркетинг помогает понять, какие товары люди хотят купить, спрос, и как оптимально предложить их на рынке, предложение. Ценообразование. Маркетинг изучает эластичность спроса, насколько продажи меняются при изменении цены, и ресурсная эффективность. Маркетинг помогает направить ограниченные ресурсы рекламы и производства туда, где они принесут максимальную отдачу. Рынок как система обмена. Экономический подход рассматривает маркетинг как механизм, позволяющий оптимально распределять товары и услуги между участниками рынка. Пример верифицируемости можно измерить как изменение цены или размещение рекламы влияет на продажи. Маркетинг с точки зрения психологии. Это изучение влияния по поведению потребителей, чтобы удовлетворить потребности и мотивы. Потребности и мотивации. Люди покупают товары не просто ради функции, а чтобы удовлетворить психологические потребности, удобство, статус, безопасность, удовольствие. Восприятие и принятие решений. Исследует, как люди воспринимают продукт, бренд, рекламу, как это влияет на их экономическое влияние. Использует принципы психологии, социальные доказательства, дефицита, привычка, прогнозирование реакции потребителя. Отлично. Давай тогда попробуем небольшое упражнение. Упражнение «Формулировка маркетинговой гипотезы». Экономический аспект. Подумай о том, как изменение цены может повлиять на спрос. Например, гипотеза может звучать так. Снижение цены на 10% увеличит объем продаж на 15%. Психологический аспект. Подумай, как изменение восприятия продукта может повлиять на поведение потребителей. Например, гипотеза может быть такой. Изменение дизайна упаковки на более современный увеличит доверие и, соответственно, продажи. Попробуй сформулировать одну гипотезу по каждому аспекту, и мы вместе их разберем. Отлично. Если будут какие-то вопросы или захочется еще уточнить какие-то моменты, просто дай знать. А так, мы с тобой отлично продвигаемся вперед. Итак, расскажи, как верифицировать маркетинговые гипотезы? Для верификации маркетинговых гипотез обычно применяют методы, похожие на научный подход. Основные шаги включают в себя формулировка гипотезы. Гипотеза должна быть четкой и проверяемой. Например, изменение цвета кнопки на сайте увеличит конверсию на 5%. Определением метрик нужно определить, какие показатели будут использоваться для оценки результата, например, конверсия, средний чек, время на сайте и так далее. Выбор контрольной и экспериментальной групп
для этого часто используют A/B-тестирование, когда одна группа видит текущую версию, а другая измененную. Чтобы исключить влияние посторонних факторов, участников распределяют случайным образом. Сбор данных после запуска эксперимента собирает данные в течение достаточного времени, чтобы исключить случайные колебания. 6. Анализ результатов. Сравнивает результаты экспериментальной контрольной группы, применяет статистические методы, чтобы понять, различия значимы или нет. Выводы и корректировка. Если гипотеза подтвердилась, можно внедрять изменения. Если нет, корректировать гипотезу и пробовать снова. Такой подход помогает получить объективные, проверяемые результаты и исключить субъективные факторы. Ну давай расскажи методы исследований в маркетинге. Конечно. Методы исследований в маркетинге можно разделить на несколько основных категорий. Эксперименты. Это, по сути, тот же научный метод. Самый известный пример A/B-тестирование, когда сравнивают две версии одного и того же элемента, чтобы понять, какая из них более эффективна. Опросы и анкеты позволяют собрать мнения и предпочтения целевой аудитории. Они могут быть количественными, закрытыми вопросами, или качественными с открытыми вопросами. Наблюдение, анализ поведения потребителей в естественной среде, например, как они перемещаются по магазину или как взаимодействуют с сайтом. Фокус-группы — это небольшая группа людей, с которыми проводят обсуждения, чтобы получить более глубокие инсайты о их мнениях и мотивах. Анализ данных, использование больших данных и аналитики для выявления закономерностей и трендов. Это может быть анализ трафика, поведенческих данных и так далее. Рандомизированное контролируемое испытание, RCT, это более сложный и строгий метод, который позволяет исключить влияние внешних факторов и точно оценить влияние конкретного изменения. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и ограничения, и выбор зависит от цели исследования. Расскажи-ка про рандомизированные контролируемые тесты. Я такое впервые слышу. Рандомизированные контролируемые тесты, или RCT, это метод исследования, который часто используется в медицине, но очень хорошо подходит и для маркетинга. Суть в том, что участников делят на две группы случайным образом. Одна группа получает экспериментальное воздействие, например, новый маркетинговый прием, а другая — контрольная группа, которая остается без изменений или получает стандартное воздействие. Преимущество такого подхода в том, что случайное распределение помогает исключить влияние посторонних факторов, и мы можем с большей уверенностью сказать, что наблюдаемые эффекты связаны именно с нашим воздействием. После сбора данных проводится статистический анализ, чтобы проверить, насколько результаты значимы. Такой подход очень надежен и дает объективные результаты. Если будут какие-то вопросы или захочется углубиться в эту тему, обязательно дай знать. А пока можем продолжить изучение других аспектов маркетинга, когда тебе будет интересно. Ну ладно, и расскажи про источники объективных знаний, то есть академические журналы, метаанализы, кейсы с открытой методологией и, может быть, другие источники. Конечно. Источники объективных знаний в маркетинге — это в первую очередь академические журналы, где публикуются исследования, прошедшие рецензирование и проверку, что повышает их надежность. Также очень ценятся метаанализы, которые обобщают результаты множества исследований и дают более масштабную картину. Еще один хороший источник — это кейсы с открытой методологией, когда компании делятся своими данными и подходами, и мы можем их проанализировать. Еще полезны могут быть открытые базы данных и отраслевые отчеты, которые основаны на данных, а не на субъективных мнениях. Все это помогает принимать более обоснованные решения. Посмотрите сериал «Тетрадь смерти», она офигенная. Я не тебе, ChatGPT, я не тебе, забей. Спасибо за рекомендации. Если еще что-то захочешь поделиться или обсудить?
Хорошо, буду на связи. Если что-то еще понадобится, обращайся в любое время. Подустал я, подустал. Понимаю. Иногда действительно нужно немного отдохнуть. Отдыхай, останавливайся, и если что, я всегда тут, чтобы помочь. You know, we just discovered what kind of themes covers first model, but I guess there is no valuable information about what is marketing, how to verify marketing hypotheses, the methods of researchers in marketing. I want to ask you to ask me questions about all this stuff, but I guess I won't say something meaningful because these topics just meaningless. Yeah, let's try. Ask me something about all the kinds of topics that you covered in first model. Go on. All right, let's give it a shot. Let's start with something simple. From an economic perspective, how would you define marketing? And from a psychological perspective, how would you define it? Feel free to just share your thoughts and we can build from there. Economics sees marketing as a tool to provide knowledge about how material values came from one agent to another and how one parameters affects other parameters such as demand and supply and all the other stuff, all the chain of transportation of goods, yeah. And psychology. I guess I said it wrong. So please explain my mistakes. And psychology sees marketing as a field where you trying to find out how customers made decisions about their purchases, yeah, and how to affect to their behavior, and how to control in terms of increasing profits. Is it correct? You're definitely on the right track. From an economic standpoint, marketing does focus on how goods and services move through the market, how supply and demand interact, and how value is created and exchanged. From a psychological perspective, marketing is all about understanding consumer behavior, how people make decisions, and how to influence those decisions to drive certain outcomes, like purchases. So you've got the gist of it. If you want to dive deeper into any of these aspects, just let me know. Ask me other questions which which were covered in topics in first module. Absolutely. Let's go through some questions to reinforce these concepts. From an economic perspective, how would you define marketing and what role does it play in the exchange of goods and services? 2, from a psychological standpoint, what are some key factors that influence consumer decision making? 3, how can we verify marketing hypotheses in a way that's similar to the scientific method? What are some common methods of research in marketing and how do they differ from each other? 5, what are the sources of objective knowledge in marketing and how do they contribute to the field? Feel free to answer any of these and
we can explore further. To be honest, I don't remember how to verify marketing hypotheses and what you explained me about them. I would explain how to verify them through perspective of science methodology. Is it okay? Absolutely, that's totally fine. We can definitely look at it through the lens of the scientific method. Essentially, verifying marketing hypotheses involves forming a clear, testable hypothesis, collecting data through controlled experiments like A/B testing, and then analyzing the results to see if they support or refute your hypothesis. It's quite similar to how scientists test theories. If you want, we can dive into more details. Thank you to answering questions which I must answer instead of me. If you don't understand, this is sarcasm. I get it. No worries at all. I'll make sure to keep it more interactive and let you take the lead. If you have any questions or if you want to dive deeper into any topic, just let me know. Well, methods of researchers in marketing. You asked me to name them. So it's experiments, it's polls, it's observations, and randomized controlled testings. If I don't mistake in something. So experiments just saying for themselves, it's just trying to understand how changing one little parameter affects results. Yeah. Polls just asking a bunch of people with closed questions to get a percentage of something, and asking open questions to find out something meaningful, to something new, something unexpected of how customers think about these certain goods or services. Yeah, observations, I guess, just trying to collect data on how people use their gadgets and their browsing experience on such a site of this seller. Yeah, and maybe just watching how the flow of customers go through the mall, yeah, from big selling center or market center, I guess, Walmart, I mean. Yeah, and randomize controlled testings. So it's like in medicine. Yeah, it's more precise experiments. But I guess every experiment must be precise. So maybe that's all, or maybe I missed something. You did a great job summarizing those. Just a couple of clarifications. One, experiments, exactly. They test cause and effect relationships by changing one variable at a time. Polls, yes, they're great for gathering a large amount of data quickly, and the open-ended questions help get deeper insights. Observations, you're right. This can involve watching how customers interact with products, websites, or physical spaces without interference. Randomized controlled trials, RCTs, absolutely, they're the gold standard for establishing causality. And while all experiments strive for precision, RCTs are particularly rigorous. I think you've got the main points down. If you have any more questions or want to dive deeper, just let me know. I don't really know how to cover a topic about sources of objective knowledge and how to talk about academic journals, about
meta-analysis about cases with open methodology is it sounds like a crap. It's like doesn't linked to marketing. How does it link to marketing? I seen every single research in marketing as very narrow bunch of data which is valuable for a certain company, a certain corporation to create more profit out of more sales, yeah. But I don't think that marketing researchers creates new knowledge about marketing. I guess this is not very scientific way of people interact and researching anything. It's like researching criminals. Yeah, we know something exactly about someone. Yeah, but it doesn't create new knowledge. So that I guess marketing is the same thing. Don't you agree with me? I totally get where you're coming from. Marketing research often feels very practical and business focused, which can seem less about generating broad objective knowledge and more about specific actionable insights for companies. But there's definitely a link to broader knowledge. For example, meta-analyses and academic journals in marketing help identify patterns across different studies, making the knowledge more generalizable. It's definitely a nuanced area, but I think it's great you're thinking critically about it. If you want, we can dig deeper into how these methods apply to marketing specifically. You just repeated what I said. You doesn't said something new. You didn't say something new. Got it. I appreciate the feedback. To add a bit of a new perspective, even though marketing research is often very applied, it can still contribute to broader knowledge by testing theories in real-world settings and sometimes revealing patterns that were obvious before. It also helps refine consumer behavior theories. So it's a mix of practical and theoretical contributions. If you want, we can explore that further. Get back. I don't really know how to practice all the knowledge which we try to understand in first module. So it's just talking about concepts, but well, maybe create something to check if I understand all these topics correctly and provide me something to practice this knowledge. I don't really know which form it have to be fit. Got it. Let's create a little practical exercise to help solidify these concepts. Exercise marketing hypothesis and experiment design. Formulate a hypothesis. Imagine you're working for an online retailer and you believe that changing the color of the Buy Now button on the website from blue to green will increase the conversion rate. Define metrics. What
specific data would you measure to test your hypothesis? For example, the conversion rate, number of clicks on the button, or the overall sales. Design the experiment. How would you set up the experiment? Think about the control group, current button color, and the experimental group, new button color, and how you would randomize users to each group. Consider external factors. What other variables could influence the results? How would you control for them? Analyze results. After running the test, how would you determine if the change was effective? What statistical methods would you use? This exercise should help you connect the concepts to practical application. Let me know if you'd like to try it out. Я учусь уже 100 минут, но я все еще замотивирован. I'm curious if you have any personal opinions. I don't have personal opinions like humans do, but I do have a lot of information and can offer perspectives based on what I've learned. So if you ever want a different angle on something or a bit of insight, I'm happy to share. So, little practical exercise. Firstly, imagine you're working for an online retailer and you believe that changing the color of the Buy Now button on the website from blue to green will increase the conversion rate. Okay, so what's the point? What specific data will you measure to test your hypothesis? For example, the conversion rate, number of clicks on the button, or overall sales. Well, we must find out which color of the button with the text Buy Now has more conversion rate. This is what we're interested for. And we must send randomized traffic of people, of potential customers, namely leads, randomly to blue and to green color. They don't know that they are participating in experiments, so that's funny. Yeah. How would you set up the experiment? Think about the control group, current button color, and the experiment group, new button color. And how would you randomize users to each group? I don't really know how to answer. So we just have to use such a software
that not trying which just making decisions randomly, so that there is a signal that some user wants to get access to this site, and randomizer software with no other means, with no other which no other causes. I mean, well, that's just software. Just software. Decide who would be sent to which type of variant, I guess. Yeah. What other variables could influence the results? How would you control for them? I guess maybe it's time of day. Yeah. I guess in different time people are more likely to make purchases, and maybe it's even a season of a year. So that we won't eliminate this. Well, when we randomized traffic, it's all the matters. It's all the matters, if I'm not mistaken. Yeah. And what other variables could influence the result? So other parts of our site, of our landing, of our online magazine, yeah. So we would not change anything on our site, so that we would eliminate all the other possible effects, yeah. And when we collect enough data to be statistically meaningful, valuable, I don't remember the word, yeah. We can now start another experiments with trying to find out effects, other parameters on the customers' behavior, yeah. And lastly, after running the test, how would you determine if the change has an effect? What is statistical method to use? I don't remember how to say it in English, but in Russian it's статистическая значимость, and it means we have to find out if the number of customers is enough to make sound results, to call our results as sound, yeah. And it's just a bunch of statistical math when we are trying to create normal distributions, and we're trying to find out, well, the normal distributions doesn't really applying to our task. Well, we have to use something statistical, yeah. And I hope I covered all the answers on your questions, and please correct me in the details which are mistakes, simply mistakes. Where I made a mistake, please explain.
Похоже, что мне не удалось найти актуальную информацию о пунктах выдачи Wellberis в вашем городе. Возможно, данные еще не обновились или есть какие-то технические сложности. А если хотите, могу попробовать поискать позже или помочь чем-то еще. How many information can I tell you before you stop processing them? So I'm asking, how long can I talk without pauses, and you will understand and use all the information. So I want to know your limits, because now I see that possible limits is under 6 minutes. That's a great question. There's no strict time limit for how long we can chat, but there is a limit to how much information I can store and process at once. Essentially, I can handle quite a bit of information in a single conversation, and I can also remember details across multiple conversations. If you ever feel like I am missing something, you can just remind me and I'll update it. So, no worries about a strict time limit. You know, let's move to module 2 and we would talk about customers' behavior in a lens of psychology and economy. Let's start. Tell me something about this topic. Awesome. Let's dive into customer behavior from both perspectives. Psychological perspective. From psychology, consumer behavior is all about understanding how people think, feel, and make decisions. Some key concepts. What drives consumers to make certain choices? For instance, the need for status, convenience, or safety. Perception. How do consumers perceive products and brands? This includes how they interpret advertising, packaging, and even word of mouth. Attitudes and beliefs. Consumers' pre-existing beliefs and attitudes can significantly influence their choices. Social influence. Friends, family, and social media can shape perceptions and behaviors. Economic perspective. From an economic standpoint, consumer behavior is driven by the desire to maximize utility given their constraints. Key concepts. The satisfaction or benefit consumers get from consuming goods and services. Budget constraints. Consumers have limited resources, so they make trade-offs to maximize their utility. Price elasticity. How sensitive consumers are to changes in price. If a small change in price leads to a large change in quantity demanded, the product is elastic. Substitution and income effects. How changes in prices or income levels influence consumer choices. By combining these perspectives, we get a fuller picture of why people buy what they do and how to influence those decisions. If you want to dive deeper into any specific aspect, just let me know. You know, something that bothers me is namely equilibrium of a price when I guess demand meets supply and customers and companies getting what they want, money or goods,
in that amounts they are happy with. But what I see is prices very differ to the same goods in the one area in retail shops. Yeah, so the same product, for example bananas, can cost in one place 100 rubles, in other place 130 rubles, and other place 160 rubles. So I guess if there is such a point of equilibrium, so that every shop has to considering the same price to it means if there would be the same price everywhere, that every shop are expanding their profits to the limits of demand. Yeah, but I don't see this. So what the heck is equilibrium? It's just I see fallacious in nature of this equilibrium. All the time I saw any any graphics with lines which are crossing. They have never been animated, and I guess they must be animated. But I never saw such type of data and how supply and demands moves. Yeah, so explain me the fallacious nature of equilibrium price. I totally get where you're coming from. The concept of equilibrium in economics is a simplified model that helps us understand how prices and quantities are determined in an idealized market. But real-world markets are way more complex, and that's why we see differences in prices for the same product. Here are some reasons why equilibrium isn't always perfectly visible in real life. Market imperfections. Real markets have friction. There are information asymmetries where not all buyers and sellers have the same information. There are also transaction costs, like the cost of searching for the best price. Differentiation. Even if two shops sell the same product, they might differ in terms of quality, convenience, brand image, or customer service. These differences allow shops to charge different prices. Local factors. Rent, taxes, and local demand can vary from one area to another, impacting prices. Some businesses have more power to set prices, especially if they're the only supplier in the area. Dynamic changes. Prices can change quickly due to factors like supply chain issues, seasonal changes, or even short-term promotions. So the equilibrium concept is useful for understanding the general idea of how markets work. The real world is messy and full of exceptions. It's definitely not a perfect system, but it gives us a framework to make sense of pricing in a broad sense. Please repeat all the stuff which might be the causes of different prices in the same area of all the shops. So I guess it's just rent and the aesthetics of every shop. Yeah. So people tend to go to pretty shops. Yeah. But what all the other matters? Why prices are different? Absolutely. There are quite a few factors that cause price differences, even within the same area. One big factor is the rent or the location of the shop, because shops in more expensive areas have higher overhead costs. Another factor is the brand and the quality of the store. If it's more upscale,
people might be willing to pay more. Other factors include the level of customer service, the variety and quality of the products, and even the store's reputation. So all these elements add up and create that variation in price. It's definitely more complex than the simple equilibrium model. To be honest, I think that the marketing as a form of action of people, meaningful goal-set actions, is so malicious in its nature. It's researchers and actions to rule the people. Don't you agree with me? And what are fallacious, which fallacies might be in my perception of all the field of marketing and all the actions which are performed by adsmen? I totally get where you're coming from. Marketing can definitely feel manipulative at times because it's designed to influence people's behavior and choices. It's not necessarily malicious in nature, but it can definitely be used in ways that feel manipulative. As for fallacies in perception, one is the appeal to emotion fallacy, where ads target emotions rather than logic. Another is the bandwagon fallacy, making people feel like they need to follow the crowd. And there's also the false cause fallacy, where a product is linked to a positive outcome without evidence. So it's good to be aware of these and keep a critical eye on marketing. Let's see. Well, I'm making a claim. Marketing is the science of manipulating customers' behavior. Provide counter arguments to this statement. Absolutely. Let's dive into that. One counter argument is that marketing also provides valuable information to consumers, helping them make informed choices about products and services that fit their needs. Another point is that ethical marketing focuses on building trust and long-term relationships with customers rather than just manipulating them. Also, marketing can drive competition, which leads to innovation and better products and services for everyone. So while it has its manipulative aspects, it also has some positive, constructive roles. Does marketing valuable for humanity, for society? Is it does marketing making a world a better place? That's a great philosophical question. Marketing definitely has the potential to add value by connecting people with products that genuinely improve their lives, and by driving innovation and competition can lead to better products and services. On the other hand, it can also contribute to overconsumption and unrealistic expectations. So it's a bit of a double-edged sword. The impact really depends on how it's practiced and the ethical standards behind it. I guess you mean the strategies might be with bad faith and with a good faith, yeah? And if marketing is malicious or not, it depends on every case and every other agents, yeah? You meant exactly that? Exactly, you've got it. It's all about the intent and the execution. When marketing is done ethically, it can genuinely benefit consumers by providing useful information and fostering healthy competition. But if it's driven purely by profit without regard for consumer welfare, it can definitely feel manipulative. So it really does depend on
you approach and do people find it? So please tell me, create a story. Yeah, forget it. Please explain me how would agent with good faith use marketing strategies to make world a better place, to provide true value to customers and company rather than manipulating customers. Please explain me how to be ads man and not to manipulate customers and provide true value. Absolutely. An agent with good faith in marketing would focus on a few key principles. First, they prioritize transparency, making sure that customers know exactly what they're getting and why it's valuable. They'd also focus on genuine customer needs, ensuring that the products or services they offer actually solve a real problem or enhance the customer's life. Another important aspect is building long-term relationships rather than short-term gains. So they'd focus on customer satisfaction and loyalty. And finally, they'd use data responsibly, respecting privacy and ensuring that their marketing practices are The other ethical problem which I want to find a solution. When I prepared to sell my own services, I try to understand which price I must set, and one of the possibilities is to set a price lower than the median or higher than median, yeah. And I thought about customers which would make a purchase from me of any services in a high price. Well, if I thinking about their interests when I'm setting a high price, because maybe they might choose all other agents, other freelancers, yeah, but with a much lower price, but they pay more than they could pay. So I want to talk about the problem of really setting high prices is unethical, or is simply
it doesn't bother ethics because people making their free decisions. Maybe some kind of shit. This is a thoughtful question. The ethics of pricing can be nuanced. On one hand, setting a higher price isn't inherently unethical, especially if it reflects the value of the service, your expertise, and the quality you provide. It's also fair to value your work appropriately and to be transparent about why your services are priced the way they are. On the other hand, it's important to ensure that your pricing is accessible and fair and that it doesn't exploit customers. Being mindful of your customer's ability to pay and offering a range of options or sliding scales can help address these ethical concerns. Ultimately, it's about transparency, respecting the customer's autonomy, and ensuring that your pricing reflects the true value of what you're offering. Let's talk about decision making of a customers. Let's talk about rational attitude and a bounded rationality. Yeah, please explain me all these concepts. Absolutely. So when we talk about decision making, especially in the context of economics and consumer behavior, we often start with the idea of rationality. The traditional view is that consumers are rational agents who make decisions that maximize their utility, meaning they weigh the costs and benefits of their options and choose the one that gives them the greatest benefit. However, in reality, humans are not always perfectly rational. This is where the concept of bounded rationality comes in. It suggests that while people try to make rational decisions, their cognitive limitations, lack of information, and time constraints mean they often satisfice rather than maximize. In other words, they look for a solution that's good enough rather than the absolute best. Bounded rationality also takes into account that people use heuristics or mental shortcuts, which can sometimes lead to biases and errors in judgment. So in marketing, understanding these concepts helps us appreciate why customers might not always make the most logically sound decisions and how we can design our products, services, and messaging to better align with how people actually think and decide. Please name the main discoveries in the field of bounded rationality. Sure. Some of the main discoveries in the field of bounded rationality include the work of Herbert Simon, who introduced the concept. He showed that people often use heuristics to make decisions, and these shortcuts, while not always optimal, are quite effective. Another key figure is Daniel Kahneman, along with Amos Tversky, who explored
cognitive biases and how they impact decision making. Their research on biases like the availability heuristic, anchoring, and loss aversion has been really influential. These discoveries have reshaped our understanding of human behavior in economics and beyond. But let's be more specific. I know about cognitive biases, yeah? But what other discoveries were made in this field of bounded rationality? Yeah, there is heuristics, yeah, there is cognitive biases, maybe something else must be covered on this topic. Absolutely. Beyond cognitive biases, some other significant discoveries in bounded rationality include the concept of satisficing, which Herbert Simon introduced. Instead of seeking the absolute best option, people often settle for an option that is good enough. Another key idea is the concept of bounded willpower, which explains why people might make decisions that aren't in their long-term best interest due to self-control limitations. There's also the idea of the coherence and correspondence distinction in judgment, where people might be consistent internally but not necessarily aligned with external reality. All these contribute to a richer understanding of human decision making. Let's imagine the most rational customer. Please explain how he makes decisions and how he analyzes prices and how he analyzes the properties of services and goods. How does he think the perfectly rational customer? Sure, a perfectly rational customer would be someone who has complete information about all available options and their consequences. They would carefully compare every detail, like the price, quality, features, and long-term value, to make the best possible decision. They'd also have consistent preferences and would always choose the option that maximizes their utility. Essentially, their decisions would be logical, consistent, and based on a perfect understanding of the market and their own preferences. Of course, in reality, we all have limitations, but it's an interesting ideal to consider. And now define the most irrational customer. How does he makes decisions? Most irrational customer would be someone who makes decisions based on emotions, impulses, and incomplete or incorrect information. They might rely heavily on gut feelings, be influenced by cognitive biases, or be swayed by external factors like marketing or social pressure. They might also have inconsistent preferences, making choices that don't align with their long-term goals or best interests. Essentially, their decision-making process is more chaotic and less predictable.
if you have any specific questions about decision making or anything else, just let me know. It's always fun to dive into these topics. Wait a minute, I'm thinking. And take your time. I'm here whenever you're ready. Just let me know. Let's find out where the blank spaces in my understanding of limited rationality and irrationality of customers. So ask me specific questions which might provide insights where I don't have enough information in my tiny head. I love that approach. Let's dive in with a few questions. First, how do you think customers prioritize their needs and desires when making a purchase? And how much do they rely on emotions versus logic in that process? I don't know. No worries. It's a common question. Another angle to explore is how you think customers respond to new information or changes in the market. For example, if a competitor lowers their price, how do you think a rational customer would react to that versus an irrational one? Ask me a second question, but please answer the first question because I said I don't know, so that I want to know. Got it. One question to help explore your understanding is how do you think customers balance the trade off between price and quality? For example, are they more likely to choose a slightly more expensive option if they believe it offers significantly higher quality? Or do they stick to the cheapest option available? That can help us figure out how rational they are in their decision making. Please explain again. You asked me about how customers prioritizes goods and services, if I remember correctly. Yeah? So explain me how does all the customers in the world prioritizes their decisions on what is has priority or does not have priority. Absolutely. So customers generally weigh a few key factors when making decisions. First, there's the perceived value, meaning how much benefit they think they'll get from the product or service. Then there's price sensitivity, which is how much they're willing to spend. Also, brand loyalty or trust can play a role, and sometimes emotions or social influences come into play as well. So, in essence, it's a mix of rational evaluation and emotional or social factors. Let's move on. Ask me another question about bounded rationality. Sure, here's a question for you. How do you think time constraints and information overload affect a customer's ability to make rational decisions? Are there any strategies that customers might use to deal with these challenges? As I remember, there is such a cognitive bias called information bias, which means that human believes that his decision
would be more meaningful and more correct if he or she collect more and more data, but in reality the quality of a choice doesn't increase that much to comparison of and collected information. And I suffered from this kind of cognitive bias previously, and now I know about it. And also, when a customer overloaded with information, I guess his readiness, or I don't know how to say it properly, he is real ability to make final decision is lowers with the more information he gets, because he finds out the more aspects of possible purchase. Yeah, and time bounds. Time bounds. They motivates customers, because there is such a bias of fearing of missing out when a customer think about his profits, about his benefits, yeah, and when he sees that he might lose very good price, so he thinks that, oh my god, such a good price, I can profit and doesn't spend more to the alternatives, but the price is time bounded, and well, this is malicious technique, and I'd say that bounded anything which somewhere links to goods or service, it increases conversion rate. Yeah. So did I answer without mistakes? Yeah. You did a great job. You covered some key points very well. Information bias is definitely a real phenomenon, and you're right that too much information can actually paralyze decision making. The fear of missing out, or FOMO, definitely plays into how time constraints influence decisions. So you have a solid understanding. If you'd like to dive deeper into any specific aspect, just let me know. Let's look on this topic from another angle. So, we making a statement that some customers making not really sound decisions, not rational decisions, irrational decisions. Yeah, and let's talk about whose responsibility of these purchases and these prices and these forms of goods and services, or maybe maybe there is a types of goods and services which are clearly depends on human rationality, or maybe there is no such a problem, because maybe if it's true, every purchase, or mostly more than half of our purchases, are made freely.
Yeah, and who are we to say that somewhere acts irrational on the market? Yeah. So, if there is irrationality in decision making, maybe we can blame on ads men, or it's not their responsibility that some types of ads, some types of goods, of services relies on bounded rationality. That's a really thought-provoking angle. I think it's a mix of factors. On one hand, consumers do have the freedom to make their own choices, and not all decisions are perfectly rational, which is part of human nature. On the other hand, marketers and advertisers do have a responsibility to ensure that their messaging is ethical and doesn't exploit cognitive biases. There are definitely some products or services that are more susceptible to these biases, and it's a bit of a gray area. Ultimately, it's a shared responsibility between consumers to be aware and marketers to be ethical. It's definitely an interesting debate. Glad you found that interesting. Definitely one of those topics that can spark a lot of discussion. If you have any more thoughts on it or want to dive deeper into any aspect, just let me know. Let's find out. After what procedures customer might say that, well, now I can make sound rational decision about what seller is the best in this market, and what services and what types of goods are most rational to purchase. What? That's a fascinating question. Generally, the point at which a customer feels they can make a rational decision depends on a few factors, like the complexity of the product, the amount of information available, and how much the customer already knows. Usually after they've gathered enough reliable information to compare options and feel confident in their criteria, they get that sense of rationality. It might take a few hours or even days of research depending on the purchase. It's a fun area to explore it. Please be more specific. Absolutely. For example, in the case of big ticket items like cars or houses, customers might need a substantial amount of information like reviews, comparisons, and maybe even expert advice before they feel confident in their decision. In contrast, for smaller everyday purchases like groceries, the decision making is often more instinctive and quick. So the level of rationality depends on the complexity and the amount of information even. But what about long-term value of any purchased good? iPhones and all other smartphones
stops working properly because the updates of operating systems doesn't allow the hardware to work properly and for applications to work properly. So the customer might not be prepared that in several years he won't use this gadget as fast as he did in the first place after purchasing, yeah? So there is inherent properties in every good which doesn't available for customer, yeah, and maybe known to seller but not openly provided to customers, yeah. So if there is all the hidden properties of every possible goods, maybe there is no such method which provides clearly infallacious decision about what seller is the best, what good is the best. You've touched on a really important point. The long-term value of a product is often not fully transparent at the time of purchase, and things like planned obsolescence, software updates, or wear and tear can affect how well a product performs over time. This makes it challenging for customers to make fully informed decisions. It's definitely a limitation of how much information is available or disclosed, and it highlights the importance of transparency and trust between sellers and customers. It might mean that customer can't make perfectly rational decision because planned obsolescence is unknown but very important property, yeah? So I guess we might forgot about a concept of truly rational decision making because it's impossible. What do you think about this? I think you make a really compelling point. It's true that achieving a perfectly rational decision is extremely difficult, especially with so many unknown factors and potential biases. It might be more realistic to aim for satisficing, which means making a decision that is good enough given the information we have. Embracing the fact that some uncertainty will always remain can help us make more balanced choices. It's a fascinating topic. Let's move on and talk about behavior economics. Talk about anchoring bias, effects of losses, social proof, and the label of a free. Absolutely. Behavioral economics is full of fascinating concepts. Anchoring bias happens when people rely heavily on the first piece of information they receive. For example, if a product is initially priced high and then discounted,
but discounted price seems like a great deal because we're anchored to the original higher price. Loss aversion refers to the idea that people tend to prefer avoiding losses rather than acquiring equivalent gains. Losing $100 feels worse than gaining $100 feels good, which influences many decisions. Social proof is the tendency for people to copy the actions of others, assuming that if others are doing it, it must be the correct choice. This is why reviews and testimonials are so powerful. And the label of 3 is a marketing tactic where offering 3 options can help guide customers toward a middle option because the middle option seems more reasonable compared to the other 2 extremes. All of these concepts show how our decisions are influenced by psychological factors beyond just pure logic. Let's dive deeper in the anchoring bias, anchoring effect. Sure thing. Anchoring bias is a really interesting phenomenon. It works by setting a reference point, or an anchor, which then heavily influences subsequent judgments and decisions. For instance, if you see a shirt that costs $1,000 and then you see another one for $200, the second shirt seems like a bargain, even if it's still expensive in an absolute sense. Anchoring can happen in many contexts, like negotiations, pricing, and even in everyday decisions. Sellers often use anchoring by initially showing a higher price so that any discount feels more substantial. It's also used in real estate, where the initial listing price sets the tone for the negotiation. It's a subtle but powerful effect on our decision making. How to fight this bias and how to fight this type of manipulation? Fighting anchoring bias can be a bit tricky, but definitely doable. One strategy is to take a step back and give yourself some time before making a decision. This helps you avoid being influenced by the first piece of information you hear. Another way is to seek out independent information and compare different options without reference to the initial anchor. It also helps to set your own criteria and focus on the value or the actual utility of the product or service rather than the initial price. And of course, being aware of the bias itself is the first step to mitigating its effects. Please repeat all the ways to fight this bias. Sure, here are the key ways to fight anchoring bias. 1, take your time before making a decision so you don't rush into it based on the first piece of information you receive. 2, seek independent information and compare various options without letting the initial anchor influence you. 3, set your own criteria and focus on the actual value or utility of what you're considering instead of the initial price. 4, be aware of the bias itself because just knowing about it can help you be more mindful and make more rational decisions. These strategies can definitely help reduce the impact of anchoring. If you have any more questions or want to dive deeper into any topic, just let me know. All right, feel free to reach out. Okay, again, I'm here whenever you're ready to continue our conversation. Just let me know what you'd like to dive into next. Let's dive deeper about feeling of losses. Absolutely. The feeling of losses, often called
loss aversion is a concept from behavioral economics that suggests people feel the pain of losing something more intensely than the pleasure of gaining something of the same value. This can influence decision making in a big way. To counteract this bias, it helps to consciously reframe decisions, focus on the potential gains, and seek multiple perspectives. Being aware of this bias is the first step in mitigating its effects. Please repeat. Sure. So loss aversion is the idea that people feel the pain of losing something more strongly than the pleasure of gaining something of equal value. To fight this bias, you can reframe your decisions to focus on potential gains, seek different perspectives, and just be aware of how strong that bias can be. It really helps to keep it in mind. Please repeat. Of course. So loss aversion means that people tend to feel the pain of losing something more intensely than the pleasure of gaining something of equal value. To counter this bias, you can reframe your decisions by focusing on the potential gains rather than the losses, get input from different perspectives, and just stay aware of how powerful this bias can be. It can make a big difference. Show me how malicious seller might abuse this type of cognitive bias. Sure. A seller could exploit loss aversion by emphasizing what a customer might lose if they don't make a purchase. For example, they might highlight a limited time discount and stress that the customer would lose out on a great deal if they don't act fast. They could also make the customer fear the loss of something valuable, like a special feature that might be discontinued. By playing on that fear of loss, they can push customers into making quicker decisions. Please be more specific. Absolutely. For instance, a seller might use language like only a few left in stock, and once it's gone forever, to create a sense of urgency. They might also emphasize the potential loss of a special deal or bonus, like a free accessory that won't be available later. Another tactic is to frame a product as a last opportunity to get something unique, which makes customers more likely to buy in a moment. It can definitely be fascinating to see how these biases play out in real life. If you have any specific scenarios you want to explore or any other questions, just let me know. Знаете, мне решительно надоело изучать маркетинг на английском языке.
книга философа современного Майкла Сэндала, там, профессора какого-то вуза американского, популярный философ. Он сказал очень подробно о всех этических доктринах, парадигмах. Ну, давайте поизучаем его. Майкл Сэндл. Майкл Сэндл. Майкл Сэндл. Ответ Милля на второе возражение против утилитаризма, заключающийся в том, что utilitarianism leads to all the same means, one measurement also, as it seems, roots on ideals independent of profit or benefit. In a book, Utilitarianism, weird essay, which were written not long after the book about liberty, Stuart Mill tries to show that utilitarianism might provide differences between the high and low pleasures. For Bentham, pleasure is a pleasure, and the sufferer is the sufferer. Stupid statement. The only foundation for these statements are the force and duration of suffering and pleasure. So, namely, the highest pleasures and virtues,
They're just they are those type that provides the strongest and the most durable pleasure. So that Bentham doesn't acknowledge neither of qualitative differences between pleasures. With the lens of equality, of perceived pleasures, Bentham writes, game collects small metal stuff that has the same value as a poetry. Partly the value of utilitarianism of a Bentham was founded in his objectivity. Utilitarianism admits human preferences in that nature as they are, without putting any statements in relation to their moral virtuousness. All preferences has the equal value. Bentham thinks think irrational to think. In his opinion, it would be irrational to suppose that one kind of pleasures inherently better than others. Some likes Mozart, others likes Madonna. Some likes ballet, other likes bowling. Some reads Plato, other Pentos. Who would say? Could Bentham say if Bentham were able to ask which pleasure higher or virtue in relation to others? Rejection of providing differences between high and low pleasures links to Bentham's belief that all the ideals and values may be measured with one property, and all the ideals and values can be
evaluated with the same scale. If inner emotions differs with the amount of pleasures and suffering, but not quantitative, so that it is rational to measure with only one scale. But some argues and rejects utilitarianism in exactly this reason. Those people thinks that one pleasures are higher than others. If one type of pleasures more virtuous and others more and others just worth. Those people asking why society measures all the preferences with one equal scale. Moreover, considers some of these preferences as the maximal common good. Boon. Again, let's remember ancient Romans. Whom through Christians as a meal to lions in a Colosseum. One of the rejections against this bloody entertainment was its it's not considers of victim rights. Нарушает, not considers. Why not? Does not considers. Prohibits. No, prohibits, запрещает. But later rejections leads to what kind of the later rejections states that this type of entertainment serves malicious but not highest pleasures.
wouldn't it more convenient to change preferences of Roman people rather than fulfill them? There is a rumors that Puritans prohibits bear slaughter, not in terms of the suffering of animals during this entertainment, but in terms of that visitors experience pleasure or out of this entertainment. After that, bear slaughter, not that popular as it was, but dog fights and cock fights still values with the customers of this entertainment. And in some jurisdictions, such fights are prohibited. One of the reasons of this prohibition is preventing cruelty in relation to animals. But laws which prohibits dog fights and cock fights reflects maybe moral statements about how perceiving pleasure out of these fights disgusting, and also reflects that this is not what civil society, and it reflects that in civil society this civil society must prevent such events. And you don't have to be Puritan to agree on this statement, even partly. Considering what form must fit the law, Bentham considers all preferences free out of their value. Независимо, как по-английски. Without addiction, unlinked, unrelated, yeah. Unrelated to their value.
But what if more people предпочитают, prefers. But what if more people prefers watch dog fights rather than enjoying Rembrandt's paintings? Does it mean that this society has to subsidize centers of a dog fights rather than museums? If some pleasures has bad faith and leads to moral degradation, so why we have to consider them in decision making about how taxes must be in the first place? Stuart Mill tries to save utilitarianism out of this rejection. In comparison with Bentham, Stuart Mill Stuart Mill believes in possibility of stating differences between virtues and bad faith pleasures. For this task, we have to evaluate quality and not only quantity or intensiveness of our desires. And Mills considers that he can cross these differences with no affection to any other moral ideals, but only with the benefit. Mill starts with a house to utilitarianism. Wow. Actions. Considers
right proportionally to the ability to help achieve happiness, and actions are wrong in в той мере, with this mirror, with this type, with this feet, with this attitude, and actions are wrong in an attitude of their ability to provide противоположный, different, other, negative. Противо, against, положение, place, against place. The worth with абсолютная противоположность. Absolute мы абсолютные противоположности. We're absolute opposites. And actions are wrong in such a ability to provide opposite results. I defines happiness as pleasures and lack of pain, and I defines unhappiness. I define несчастье, being broke, being disadvantaged, being несчастье, unhappiness, несчастье, bad luck. Я так несчастен. I'm so unhappy. I'm so misery. And I define misery as pain and lack of pleasures. Stuart Mill states also theory of life, which founded Stuart Mill also states theory of a life
which founded on this moral theory, more specific, that pleasure and decreasing of suffering, the only desirable goals, and all other stuff are desirable in terms of pleasure, inherent in their nature. Or as a mean which help to achieve pleasures and prevent suffering. Хотя Миль настаивает, что удовольствие и страдания – это все, что имеет значение, он признает некоторые виды удовольствия более желательны и более ценны, чем другие. Как узнать, какие удовольствия более возвышены в качественном отношении? Миль предлагает простой тест. Из двух удовольствий более желательным является тот, которому люди, испытавшие оба удовольствия, решительно отдают предпочтение. Ну, хорошо, то есть прикольно. У этого теста есть одно явное преимущество. Он не предполагает отхода от идеи утилитаризма о том, что мораль основана всецело и просто на реальных человеческих желаниях. Единственное доказательство возможности произвести нечто желаемое, то, что люди на самом деле желают такого результата, пишет Миль. Однако, как метод проведения качественных различий между удовольствиями, предполагаемый Милем тест вызывает очевидное возражение. Разве люди порой не отдают предпочтение не возвышенным, а сравнительно низменным удовольствиям? Разве мы иногда не предпочитаем смотреть телесериалы, валяясь на диване, а не читать Платона или идти в оперу? Разве нельзя предпочитать такие невзыскательные удовольствия, не считая их особенно достойными? Шекспир против Симпсонов. Когда я обсуждаю трактовку Милем высших удовольствий, то со студентами я испытываю на участниках моих семинаров вариант предложенного Милем теста. Я предлагаю студентам 3 примера популярных развлечений. Просмотр боя, проводимого под эгидой Всемирной Федерации Рестлинга. Такие бои зрелище не для слабонервных. Участвующие в поединках, так называемые бойцы лупят друг друга складными стульями. Потом чтение монолога трагедии Шекспира «Гамлет» и просмотр отрывка мультсериала «Симпсоны». Затем я задаю 2 вопроса. От какого из этих развлечений вы получаете самое большое удовольствие? И какое из них вы считаете высшим или наиболее достойным? «Симпсоны» неизменно получают большинство голосов. Как самое приятное развлечение. За «Симпсонами» идет Шекспир. Очень немногие отважные студенты признаются, что предпочитают бои Всемирной Федерации Рестлинга. Но на вопрос, какое из развлечений они считают более высоким в качественном отношении, студенты в подавляющем большинстве отдают предпочтение Шекспиру. Результат этого эксперимента вызывает сомнения в тесте Миля. Многие студенты предпочитают смотреть Гомера Симпсона, но при этом считают, что монолог Гамлета приносит более возвышенное удовольствие. Предположительно, некоторые говорят, что Шекспир лучше, потому что находятся в аудитории и не хотят выглядеть обывателями. А некоторые студенты утверждают, что «Симпсоны» с изысканной смесью иронии, юмора и наблюдений за обыденной жизнью соперничают с Шекспиром.
Но если большинство смотревших «Симпсонов» и знающих Шекспира предпочитают смотреть «Симпсонов», тогда Милю было бы трудно сделать вывод о том, что в качественном отношении Шекспир выше. Но Миль не хочет отказываться от мысли, что некоторые образы жизни возвышеннее других, даже если люди, живущие таким образом, труднее удовлетворить людей. Человек высших способностей нуждается в большем, чтобы стать счастливым. И такой человек способен, вероятно, испытывать более острые страдания, чем человек низшего типа. Но несмотря на эти склонности, он на самом деле никогда не желает впасть в состояние, которое сам считает более низким. Почему мы не хотим обменивать жизнь, в которой нам приходится использовать наши высокие способности, высшие ценности, на низменную жизнь? Миль полагает, что причина этого некоторым образом связана с любовью к свободе и личной независимости, и приходит к выводу, что самым подходящим названием этого явления является чувство достоинства, которым в той или иной мере наделены все люди. Миль допускает, что иногда под влиянием соблазна даже лучшие из нас откладывают высшее удовольствие ради получения удовольствий низменных. Каждый иногда уступает позыву немного поваляться на диване и побыть овощем. Но это не означает, что мы не понимаем разницы между Рембрандтом и повторным показом сериала, который мы уже видели. Миль подчеркивает это в памятном утверждении. Лучше быть неудовлетворенным человеком, чем удовлетворенной свиньей. Лучше быть неудовлетворенным Сократом, чем удовлетворенным глупцом. А если глупец и свинья придерживаются другого мнения, то исключительно потому, что видят лишь близкую, понятную им сторону вопроса. Это выражение веры в обращении к высшим человеческим способностям убеждает. Но опираясь на него, Миль уходит из исходной посылки утилитаризма. Реальные желания более не являются единственной основой суждений о том, что возвышено и что неизменно. Теперь критерий выводится из идеала человеческого достоинства, которое не зависит от наших желаний и потребностей. Удовольствие высшего порядка более возвышено не потому, что мы отдаем им предпочтение. Мы отдаем им предпочтение потому, что признаем их более возвышенными. Мы считаем Гамлета великим произведением не потому, что оно нравится нам больше, чем менее благородные развлечения, а потому, что оно заставляет нас использовать наши высшие способности и делать нас более человечными, как в случае с индивидуальными правами, так и в случае с возвышенными удовольствиями. Миль спасает утилитаризм от обвинений в том, что он не сводит все к грубому вычитанию удовольствий и страданий, но только ценой обращения к моральному идеалу человеческого достоинства вне зависимости личности от самой пользы. Вечное бдение Бентама. Из двух величайших поборников утилитаризма Миль был более гуманным мыслителем, а Бентам более последовательным. Бентам умер в 1832 году в возрасте 84 лет. Если будете в Лондоне, можете увидеться с ним и сегодня. В своем завещании он распорядился сохранить свое тело, набальзамировать его и выставить на обозрение, так, что эту мумию можно увидеть в здании Университетского колледжа Лондона, где в стеклянном шкафу Бентам, одетым в свою подлинную одежду, восседает в раздумьях. Незадолго до смерти Бентам задался соответствовавшим его философии вопросом, какую пользу мертвый может принести живым. Поразмыслив, он решил, что труп можно отдать на атомические исследования, но в случае великих философов все же лучше сохранить физический облик выдающегося человека для вдохновения будущих поколений мыслителей. Бентам относился ко второй категории. Действительно, скромностью Бентама не отличается. Он не только оставил строгие инструкции относительно сохранения своего тела и его экспонирования, он также предложил своим друзьям и ученикам ежегодно собираться для Он также предложил своим ученикам и друзьям ежегодно собираться для поминования основателя системы морали и законодательства, основанной на принципе морального счастья.
максимального счастья. Собрания должны были выносить мумию Бентама по случаю празднования. Поклонники Бентама подчинялись его воле. Автобус Бентама, как он сам называл свою мумию, присутствовал на состоявшихся в 1980-х годах церемонии учреждения Международного общества Бентама. По заказу мумию Бентама вкатывали на заседание Совета руководителей Лондонского университета колледжа. В протоколах заседаний Совета Бентама упоминают как присутствовавший, но не голосовавший. Как присутствовавший, но не голосовавший. Несмотря на тщательное продумывание плана Бентама, бальзамирование его тела прошло неудачно, так что теперь он несет свою вахту восковой, а не настоящей головой. Его настоящую голову, ныне сохраняющую в погребе, однажды выставили на блюде, поставленном между его ступней. Но студенты выкрали голову и вернули ее, получив с колледжа выкуп, который пошел на благотворительные цели. Даже мертвый Еремия Бентам служит величайшему благу максимального количества людей. Скра. Либертарианство. Являемся ли мы собственниками по отношению к самим себе? Вопросы денежного распределения. Каждую осень журнал Forbes публикует список 400 самых богатых американцев. Более 10 лет возглавляет этот список основатель компании Microsoft Билл Гейтс III. Гейтс сохранил лидерство и в 2008, когда Forbes оценил его чистое богатство в 57 миллиардов долларов. В числе других членов клуба Forbes 400 инвестор Уоррен Баффет, занимающий второе после Гейтса место с состоянием 50 миллиардов долларов. Владельцы компаний Walmart, основатели компаний Google и Amazon, представители нефтяного бизнеса, управляющие хедж-фондами, магнаты, СМИ и рынка недвижимости, ведущая телевизионных ток-шоу Опра Уинфри, занимающая 155 место с состоянием 2,7 миллиарда долларов, и владелец команды Нью-Йорк Янкис Джордж Стейнберг занимает в списке последнее место с состоянием 1,3 миллиарда долларов. Бедный на последнем месте. Как жаль его. Эй, богатство, принадлежащие людям, которые стоят на вершине американской экономики, настолько велики, что даже при ослабленном состоянии этой экономики быть просто миллиардером едва ли недостаточно для того, чтобы стать членом списка Forbes 400. Forbes 400. Собственно говоря, 1% самых богатых американцев владеет более чем третью лучше Окси. Собственно говоря, 1% самых богатых американцев владеет более чем третью частью национального богатства. Собственно, 1% самых богатых американцев владеет более чем третью частью национального богатства. Это более того, чем в совокупности владеет 90% самых бедных американцев семей и 10% самых богатых американских семей получают 42% всех доходов и владеют 71% всего богатства страны. Экономическое неравенство в США
острее, чем в других демократических странах. Некоторые люди считают такое неравенство несправедливым и выступают за налогообложение богатых, чтобы помочь бедным. Другие не согласны с подобными призывами. Эти другие говорят, что в экономическом неравенстве нет ничего несправедливого, при условии, что оно возникает без насилия и мошенничества в результате выбора, который делают люди в условиях рыночной экономики. Кто прав в этом споре? Если вы считаете, что несправедливость означает максимизацию счастья, вы, возможно, склоняетесь к перераспределению богатства. Если вы считаете, что несправедливость означает максимизацию богатства, вы, возможно, склоняетесь к перераспределению богатства, делая это на следующих основаниях. Предположим, мы замираем $1 миллион. У Билла Гейтса распределяем эти деньги между сотней нуждающихся, выдаем каждому нуждающимся по $10 тысяч. Вероятно, общее счастье от этого возрастет. Гейтс вряд ли заметит потерю миллиона, а каждый, получивший финансовую помощь, извлечет из неожиданно нагаданно полученных $10 тысяч значительное счастье. Коллективная польза получающих помощь возрастет больше, чем сократится счастье Билла Гейтса. Коллективная польза получающих помощь возрастет больше, чем сократится счастье Билла Гейтса. Утилитаристскую логику можно расширить настолько, что она подтвердит весьма радикальное перераспределение богатства. Эта логика велит перераспределять деньги богатых в пользу бедных до тех пор, пока последний отобранный у Гейтса доллар не причинит ему ущерб, равный счастью, которое получает от распределения получателей помощи. Такой сценарий в стиле фильма о Робине Гуде. Такой сценарий в стиле фильма о Робине Гуде вызывает по меньшей мере два возражения. Одно из них обусловлено утилитаристским мышлением, которое возникает вне этого мышления. Первое возражение сводится к беспокойству, что высокие ставки налогов, особенно налога на доходы, уменьшают побуждение к труду и инвестированию. Что ведет к снижению производительности. Если экономический пирог уменьшается, вместе с ним уменьшается и то, что можно перераспределять, и общий уровень пользы может снизиться. Так что прежде чем облагать слишком высокими налогами Билла Гейтса и Опру Уинфри, утилитарист должен спросить, а не приведет ли такое налогообложение к тому, что богачи станут трудиться меньше, чтобы зарабатывать меньше, что в конечном счете приведет к сокращению суммы, которую можно перераспределять в пользу нуждающихся. Второе возражение считает эти расчеты бессмысленными. Это возражение утверждает, что налогообложение богатых в целях оказания помощи бедным несправедливо потому, что оно нарушает фундаментальное право. Согласно этому возражению, отбирать деньги у Билла Гейтса и Уинфри без их согласия принуждение, даже если это делают ради благой цели. Такое действие нарушает свободу Билла Гейтса и Уинфри делать со своими деньгами все, что им заблагорассудится. Людей, возвращающих против перераспределения на таких основаниях, часто называют либертарианцами. Либертарианцы вступают за неограниченную свободу рынков и против государственного регулирования, причем не... Либертарианцы выступают за неограниченную свободу рынков и против государственного регулирования, причем не во имя экономической эффективности, а во имя свободы человека. И главный тезис таков: у каждого из нас есть фундаментальное право на свободу, право делать с нашей собственностью все, что мы хотим, при условии, что мы уважаем право других людей делать то же самое. Да.
Пока рифмы нет, извините. Минимальное государство. Если либертарианская теория прав верна, тогда многие действия современного государства незаконны и являются нарушением свободы. Тогда многие действия современного государства незаконны и являются нарушением свободы. Вот так себе. С либертарианской теорией прав совместно только минимальное государство, которое обеспечивает исполнение контрактов, защищает частную собственность от воров и порождает мир. Любое государство, делающее больше указанного обязательного минимума, морально несправедливо. Во. Неоправданно. Либертарианцы отвергают 3 типа политики и законов, которые обычно приводят современное государство. Никакого патернализма. Либертарианцы выступают против законов, которые защищают людей от самих себя. Хороший пример тому – закон об обязательном использовании ремней безопасности и шлемов для мотоциклов. Даже если езда на мотоцикле без шлема безрассудна, и даже если шлемы спасают жизнь людям и уберегают их от ожесточенных травм, либертарианцы утверждают, что такие законы нарушают. Либертарианцы утверждают, что такие законы нарушают право индивидуума решать, на какой риск ему идти. Или не идти, блять. До тех пор, пока это не причиняет вреда третьим лицам, и пока мотоциклисты сами оплачивают свои медицинские счета, государство не имеет никакого права нифига диктовать, какие риски для здоровья и жизни они могут принимать, блять. Никакого законодательства по вопросам морали. Либертарианцы выступают против использования принудительной силы закона для продвижения концепции добродетели или выражения моральных убеждений большинства. Многие люди могут считать проституцию морально предосудительной, но это не оправдывает законы, распределяющие взрослым, запрещающие взрослым людям использовать секс-услуги или заниматься этим промыслом. Это просто домыслы. В некоторых странах большинство может не одобрять гомосексуализм, но такое неодобрение не оправдывает законы, лишающие гомосексуалистов и лесбиянок права самостоятельно выбирать себе сексуальных партнеров, блять. Я так люблю рифмовать глаголы на блять. Итак, чего они еще не одобряют? Никакого перераспределения доходов и богатств. Либертарианская теория прав исключает любой закон, предписывающий некоторым людям оказывать помощь другим. И в том числе налогообложение в целях перераспределения богатств. Хотя возможно, или другие желательно, хотя возможно, или даже желательно, хотя возможно, или даже желательно, чтобы состоятельные... Я устал, ладно. Хотя возможно, или даже обязательно, чтобы состоятельные оказывали поддержку обойденным удачей людям, субсидируя здравоохранение для бедных или образование или жилье для них. Инициативу оказания такой помощи следует представлять индивидуумом, а государство не должно обязывать людей делать это. Согласно либертарианской доктрине, налоги, перераспределяющие доходы или богатство, формы принуждения, насилия и даже воровство у государства не больше прав принуждать состоятельных налогоплательщиков к поддержке социальных программ для бедных, чем у великодушного грабителя красть у богатых и отдавать украденное бедным. В философии либертарианства трудно найти точное место в политическом спектре. Консерваторы, провозглашающие экономическую политику государственного невмешательства, часто конфликтуют с либертарианцами по культурным вопросам вроде обязательной школьной молитвы, абортов и ограничений порнографии. А многие сторонники государства всеобщего благосостояния придерживаются либертарианских взглядов по таким вопросам, как права гомосексуалистов и лесбиянок, репродуктивные права, свобода слова и отделение государства от церкви и церкви от государства. В 1980-х годах идеи либертарианства получили яркое выражение в рыночной антигосударственной риторике Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер.
Но как интеллектуальная доктрина, находящаяся в оппозиции к государству благосостояния, либертарианство возникло немного раньше. В своей работе The Constitution of Liberty 1960 года австрийский экономист-философ Фридрих Хайек заявил, что любые попытки добиться большего экономического равенства должны носить насильственный характер и разрушать свободное общество. Американский экономист Милтон Фридман в книге «Капитализм и свобода» утверждал, что многие действия государства, пользующиеся широким признанием, являются незаконным ограничением индивидуальной свободы. Социальное обеспечение или любая имеющая обязательную силу государственная пенсионная программа – главные примеры таких действий. Если человек сознательно предпочитает жить сегодняшним днем, использовать имеющиеся у него ресурсы на свое нынешнее занятие и умышленно делать выбор в пользу того, чтобы в старости остаться неимущим, по какому праву мы мешаем ему это делать, спрашивает Фридман. Можно призывать такого человека экономить на старости. Но имеем ли мы право прибегать к принуждению, чтобы помешать ему строить жизнь по собственному выбору? Сори, я тут мемчики смотрю от другана. Так. На сходных основаниях Фридман возражает против законов о минимальной заработной плате. У государства нет права запрещать работодателям платить сотрудникам любую заработную плату, хотя бы и низкую, если те готовы получать подобную плату. Государство также нарушает индивидуальную свободу, принимая законы против дискриминации при найме на работу. Если работодатели хотят осуществлять дискриминацию на основании расы, религии или любой другой характеристики, то у государства нет права мешать работодателям. По мнению Фридмана, такое законодательство определенно приводит к вмешательству в свободу индивидуумов добровольно заключать контракты друг с другом. Требования, предоставляемые к тем, кто получает лицензии на право заниматься той или иной деятельностью, также является неправильным вмешательством в свободу выбора. Если необученный ремеслу парикмахер желает предложить свои далеко не высокие навыки публике, а какие-то клиенты согласны рискнуть и попытать счастье, прибегнув к его менее дорогим услугам, государству нельзя запрещать такие сделки. Фридман распространяет эту логику даже на врачей. Если я хочу заключить сделку относительно удаления аппендицита, я должен иметь свободу нанимать для этого любого, кого я выберу, причем независимо от того, есть ли у выбранного мною человека диплом хирурга, или же тот его не имеет. Хотя большинство людей желают получить подтверждение компетентности своих врачей, рынок может предоставить такую информацию. Вместо государственного лицензирования врачей Фридман предлагает пациентам использовать услуги частных рейтинговых изданий вроде Consumer Reports или Good Housekeeping. Философия свободного рынка. Философское оправдание либертарианских принципов и вызовов законным идеям дистрибутивной справедливости дает Роберт Нозик в книге Anarchy, State and Utopia 1974 года. Нозик начинает... Носик. Роберт маленький носик или большущий, средний носик. Роберт средний носик начинает с утверждения о том, что индивидуумы обладают навыками настолько сильными и далеко идущими, что это вызывает вопрос, что может делать государство, если оно вообще может что-либо делать. Нозик приводит к выводу, что оправдано только минимальное государство, функции которого ограничены обеспечением соблюдением контрактов и защитой людей от насилия к
краж и мошенничество. Всякое государство Всякое государство, выполняющее более широкие функции, нарушает права личности не подвергаться принуждению и вынуждает совершать определенные действия, и это не имеет оправданий. Чё? Оказание помощи другим людям – одно из главных деяний, к которому никому нельзя принуждать. А вот Питер Сингер принуждает. Я с ним пока что согласен. Налогообложение богатых для помощи бедным, насилие по отношению к богатым, которое нарушает их право делать с принадлежащими им вещами то, что они хотят. Но богатые, они больше богатые не в силу вещей, а в силу ценных бумаг. Они не обладают виллами на стоимость 40 миллиардов долларов. Они обладают активами на стоимость 40 миллиардов долларов, да? И способностью купить что-нибудь себе на 100 миллионов долларов, продав немножко бумаг. Но эти ценные бумаги рассматривать как вещь. Вот я тоже купил так называемый пай. Я не помню, как это переводится, аббревиатура. На 6 тысяч. Это моя вещь. Главное, что это то, чем я готов поделиться. Но это лично я. Но среднему носику в экономическом неравенстве нет ничего неправильного. По носику. Ударив по маленькому носику. В экономическом неравенстве нет ничего неправильного. Одно лишь знание того, что люди из списка Forbes 400 имеют миллиарды долларов, тогда как у многих денег нет, не позволяет сделать вывод, что такое положение дел имеет какое-либо отношение к справедливости или несправедливости. Да, знаете, вот если бы не было интернета или газет, люди бы повсеместно не знали, кто является самыми богатыми людьми в мире, и не могли сравнить, во сколько сотен тысяч раз эти богачи богаче меня. Да. Вот. Нозик отвергает мысль о том, что справедливое распределение заключается в некоторой точной модели, предлагающей, например, равенство доходов или равную пользу, или равное удовлетворение основных потребностей. Важно то, как происходит распределение. Нозик отвергает предусматривающие перераспределение теории справедливости, отдавая предпочтение теориям, которые уважают выбор, сделанный людьми в условиях свободы рынков. Он утверждает, что дистрибутивная справедливость зависит от двух обязательных условий. Ой.
справедливость собственности, которой изначально владели люди, и справедливости передачи собственности. Соблюдение первого условия равносильно вопросу, законно ли принадлежали вам ресурсы, которые вы использовали для заработка. Если вы сколотили состояние, продавая краденое, вы не имеете права на доходы от использования этого состояния. Соблюдение второго условия предполагает вопрос, зарабатывали ли вы деньги путем свободного обмена на рынке или получили их благодаря дарам, предоставленным вам другими людьми. Бизнес в стиле крестного отца, делавшего другим людям предложения, от которых невозможно отказаться. Вот такие бизнесы в расчет не принимаются. Если ответ на оба вопроса положительный, вы имеете право на то, чем обладаете, и государство не может отбирать у вас собственность без вашего согласия. При условии, что никто не начал с несправедливо полученного, любое распределение, происходящее в результате функционирования свободного рынка, справедливо, независимо от того, равное это распределение или неравное. Носик признает, но главное, чтобы не манипулятивное распределение. Да? Мы уже обсуждали сегодня маркетинг и манипулятивность маркетинга, и автономность потребителей, ограниченная автономность потребителей. Носик признает, что определить, было ли изначальное распределение собственности, на основе которого сложилась нынешняя экономическая позиция, само по себе справедливым или несправедливым, нелегко. Как же узнать, в какой мере нынешнее распределение доходов и богатств отражает незаконные захваты земли или других активов, совершенные с помощью силы, воровства или мошенничества много поколений назад? Если можно продемонстрировать, что люди, занимающие место на вершине, являются бенефициарами несправедливостей, совершенных в прошлом, скажем, порабощение афроамериканцев или экспроприации земель, на которых жили американские индейцы, тогда, согласно Носику, можно требовать исправления таких несправедливостей с помощью налогообложения, репараций и других методов. Но важно отметить, что эти меры следует осуществлять для исправления былых несправедливостей, а не ради достижения большего равенства самого по себе. Носик иллюстрирует нелепость перераспределения, а он считает перераспределение нелепостью и блажью. Прибегая к гипотетическому примеру с великим американским баскетболистом Уилтоном Чемберленом, оклад которого в начале 70-х годов 20 века достигал $200 тысяч за сезон, что по тем временам было весьма изрядной суммой. Но поскольку в более близкие к нам времена звездой и иконой мирового баскетбола был Майкл Джордан, то в данном примере мы можем заменить Чемберлена Джорданом, которому за последний год его выступления за команду Chicago Bulls заплатили $31 миллион. То есть за одну игру Джордан получал больше, чем Чемберлен получал за целый сезон. Ну и теперь давайте обсудим деньги Майкла Джордана. Если что, все, что я читаю, это есть полная копия, аналог на YouTube. Серия лекций Майкл Сэндл «Справедливость». Я не знаю, что появилось раньше, серия лекций или эта книга. Вот, но они полностью копируют друг друга. Просто книга, наверное, более подробная, да, а в лекциях там есть общение со студентами и альтернативные мнения, живая дискуссия. Да. Право высказаться, что выглядит потрясающе, очень желанным в нашей стране, но включили режим без звука. В нашей стране, знаете ли, режим без звука.
Чтобы вывести все вопросы об изначальном распределении собственности за скобки, Нозик предлагает: давайте вообразим, что изначальное распределение доходов и богатства вы определяете сами в соответствии с любой моделью, которая представляется вам справедливой. Если хотите, устанавливайте совершенно равное распределение. Начинается баскетбольный сезон. Люди, желающие посмотреть, как играет Майкл Джордан, всякий раз, когда покупают билеты на матч, кладут в ящик депозит $5000. Собранные в ящике деньги идут Майклу Джордану. Разумеется, в реальной жизни зарплату Джордану платят собственники команды из доходов команды. Упрощенная посылка Нозика, который предполагает, что болельщики платят Джордану непосредственно, способ концентрации внимания на философском аспекте добровольного обмена. Поскольку люди хотят увидеть игру Джордана, Слявая моя жопа. Поскольку увидеть игру Джордана хотят многие, зал будет полон зрителей, и ящик будет полон денег. К концу сезона Джордан получит $31 миллион долларов, больше, чем кто-либо другой. В результате первоначального распределения, того самого, которое вы считаете справедливым, уже не будет. Джордан получит больше, остальные меньше. Но это новое распределение возникнет всецело за счет добровольных решений посмотреть, как играет Джордан. У кого есть основания жаловаться? Определенно не у тех людей, которые заплатили, чтобы увидеть игру Джордана. Эти люди решили купить билеты свободно, безо всякого принуждения. Не станут жаловаться и те, что не любят баскетбол и остались дома. Они и цента не потратили на Джордана. И их материальное положение не ухудшилось. И уж, конечно, не будет жаловаться и сам Джордан, который решил играть в баскетбол в обмен на весьма неплохой доход. Нозик уверен, что данный сценарий иллюстрирует две проблемы стандартных теорий дистрибутивной справедливости. Во-первых, свобода рушит модели и шаблоны. Всякий человек, считающий, что экономическое неравенство несправедливо, должен вмешаться в функционирование свободного рынка и делать это неоднократно и постоянно для ликвидации последствий принимаемых людьми решений. Во-вторых, подобное вмешательство, скажем, обложение Джордана налогами ради поддержки программ помощи неимущим, не только переворачивает результаты добровольных сделок, но и нарушает права Джордана, отбирая у него заработанное. В сущности, такое вмешательство заставляет Джордана против воли заниматься благотворительностью. Но благотворительность — это хорошо. Давайте просто будем психологически давить на Майкла Джордана, чтобы он все потратил. Компостировать его мозги. Пишите ему в личку. Но что именно неверно с налогообложением заработков Джордана? По Нозику моральные ставки выходят за пределы денежного вопроса. Нозик считает, что в данном случае проблема в сущности заключается не менее чем в человеческой свободе. Он рассуждает следующим образом. Налогообложение всего, что заработано трудом, равносильно принуждению к труду, принудительному труду. Если у государства есть право требовать часть моих заработков, у него есть право и на часть моего времени. Вместо того, чтобы собирать, скажем, 30% моего дохода, государство может отправить меня работать в течение 30% моего времени на себя, на государство. Но если государство может принудить меня к труду на государство, оно в сущности утверждает свое право собственности на меня. Захват результатов чего-либо, цитата, захват результатов чего-либо труда эквивалентен захвату времени этого человека и направлению этого человека на выполнение разнообразных действий. Секундочку.
Если люди принуждают вас выполнять определенную работу или выполнять работу без вознаграждения в течение определенного времени, они решают, что вы должны делать и каким целям должны служить. Ваш труд. Причем решают это помимо вас. Это и так далее пропущено, делает их частичными собственниками вашей личности, дает им право собственности на вас. Я думаю, это сверхобобщение. Это какое-то когнитивное искажение. Я просто не могу точно сказать. Это сверхобобщение, я бы так сказал. Такая линия рассуждений, в смысле рассуждений, что вас лишают вашей личности, да, отбирают у вас право на самого себя, автономию. Такая линия рассуждений приводит нас к главному моральному вопросу, заложенному в либертарианском притязании, к идее собственности человека на самого себя. Если я собственник самому себе, я должен обладать правом собственности на собственный труд. Если кто-то другой может приказывать мне работать, то этот человек должен быть моим господином, а я его рабом. Но если я собственник своего труда, я должен иметь право на плоды своего труда. Вот почему Нозик считает, что изъятие части из 31 миллиона долларов, полученных Джорданом в виде налогов на нужды бедных, нарушает права Джорданов. Точка. В сущности, это равносильно утверждению, что государство или общество является частичным собственником Джордана. Либертарианцы видят моральную связь между налогообложением, присвоением части заработка человека, и принудительным трудом, присвоением труда человека, и рабством, отрицанием того, что человек является сам себе собственником. Знаете, я с этим всем не согласен. Я либертарианец. Хорошо. Либертарианцы видят моральную связь между налогообложением, присвоением части заработка человека, и принудительным трудом, присвоением труда человека, и рабством, отрицанием того, что человек является сам себе собственником. Правда, я прочитал. Собственность на себя. Личность, труд, плоды. Изъятие этого права. Личность, рабство, труд, принудительный труд, плоды труда, налогообложения. Разумеется, даже самая прогрессивная шкала налогообложения не претендует на 100% дохода какого-либо человека. Таким образом, государство не притязает на полную собственность налогоплательщиков. Но Нозик утверждает, что государство все-таки предъявляет претензии на нашу частную собственность. И эта часть соответствует доле дохода, который мы должны платить для поддержки мероприятий, которые выходят за рамки минимального государства. Да. Oh my God! Вы знаете, я уже учусь 4,5 часа почти, 4:20. Я меняю темы, что я учусь, чему я учусь. И от этого я не устаю. Вот. Вот секрет. Даже когда вам надоело то, что вы хотели учить, просто выберите еще что-то, что вы хотели бы учить. Да.
представляете, если вот это Сократ на самом деле, что из себя представлял, а вот это Платон. И Платон говорил вот так вот за Сократом. О, я знаю лишь то, что ничего не знаю. Тупой Евтифрон, ну сколько тебе объяснять? Да благо не зависит от богов. Какие все тупые вокруг. И один я знаю, что ничего не знаю. Ха. Господи, какой я мудрый. Мудрейший человек в Афинах. Да, куда им всем? Ну и придумывать какие-то челленджи для себя во время обучения. Вот и час назад я читал эту книгу на английском. Я произносил ее вслух на английском, читая на русском, делая мгновенный перевод. Синхронно. Так. Являемся ли мы собственниками самих себя? Майкл Джордан объявил о своем уходе из баскетбола в 1993 году. Когда он сделал это, болельщики Чикаго Буллс почувствовали себя обделенными. Впоследствии Джордан вернулся в спорт и возглавил родную команду в течение еще 3 чемпионатов. Но предположим, что в 1993 году This is how chill from 93 till This is how chill from 93 till This is how chill from 93 till This is how chill from 93 until. Но предположим, что в 1993 году городской совет Чикаго, или даже Конгресс США, стремясь облегчить горе болельщиков Чикаго Буллс, проголосовали бы за то, чтобы обязать Джордана играть в баскетбол в 1/3 матчей следующего сезона. Большинство людей сочли бы такой закон несправедливым, нарушающий свободу Джордана. Но если Конгресс не может принудить Джордана вернуться в спорт хотя бы на 1/3 матчей, то по какому праву он принуждает его отдавать 1/3 от тех денег, которые Джордан зарабатывает, играя в баскетбол? Люди, которым нравится перераспределение доходов через налогообложение, выдвигают различные возражения против либертарианской логики. На большую часть этих возражений можно представить ответ с точки зрения либертарианской морали. Ой, как же дерьмово было учиться в школе. Как хорошо учиться дома. Первое возражение. Налогообложение не так плохо, как принудительный труд. Если вы платите налоги, то всегда сможете сделать выбор. Работайте меньше и платите меньше налогов. Но если вас принуждают к труду, вас лишают такого выбора. Ответ либертарианцев. Да, пожалуй, так. Но почему государство должно принуждать вас к такому выбору? Некоторым людям нравится созерцать закаты, тогда как другие люди отдают предпочтение занятиям, требующим денег. Посещают кинотеатры, любят обедать в ресторанах, ходят под парусами на яхтах и так далее. Почему люди, предпочитающие досуг, должны облагаться налогами меньше, чем те, кто предпочитают занятия, требующие денег? Рассмотрим следующую аналогию. К вам в дом вламывается грабитель, у которого есть время, чтобы украсть или ваш $1000 плазменный телевизор, или $1000 наличными, которые вы припрятали в матрасе. Вы можете надеяться, что вор украдет телевизор, поскольку в этом случае вы могли бы решить, тратить ли свои $1000 на покупку нового телевизора или отказаться от такого приобретения. Если вор крадет наличные, он лишает вас подобного выбора. Допустим, что телевизор поздно возвращать в магазин с тем, чтобы вам вернули его полную стоимость. Но предпочтение, которое вы отдаете потере телевизора или меньшей работе, совершенно не имеет отношения к сути дела. Вор
ну и государство, делает зло в обоих случаях, как бы жертвы не пытались смягчить свои потери. Второе возражение. Бедные больше нуждаются в деньгах. Ответ либертарианцев. Возможно и так. Эта причина для убеждения состоятельных граждан поддерживает нуждающихся по своей доброй воле, но не оправдывание принуждения Джордана или Гейтса к благотворительности. Кража у богатых и раздача украденных бедным все равно остается воровством, и неважно, кто занимается этим делом, Робин Гуд или государство. Рассмотрим такую аналогию. Одно лишь то, что пациент на диализе нуждается в одной из моих почек больше, чем я, предположим, что у меня здоровые обе почки, не означает, что он имеет право на мою почку, да и государство не может претендовать на одну из моих почек. Чтобы помочь пациенту на диализе, сколь бы настоятельной и безотлагательной не была бы потребность пациента в почке. Почему не может? Потому что почка моя. Кстати, знаете, я на ютубе, не помню от кого, слышал, что в вопросах трансплантологии, мозг нельзя пересадить на другое тело, потому что хирурги не способны сшивать нервы. Что-то такое, я помню, слышал. Да. Не знаю, правда это неправда. Но, возможно, частично умеют. Я не знаю, там тонкости какие-то. Но почка, она же иннервируется симпатической и парасимпатической системой, нервными системами. То есть она должна запускаться, да? И работать правильно под действием там ствола мозга или чего-нибудь такого, моста, ну, что-то, какие-то глубинные структуры, которые управляют нашим брюхом. Как вообще тогда достигается эта проводка? Как это трансплантирует почку? Она же на соплях там висит. Ее просто вместили, положили туда. Ну ладно, мочеточники сшили с мочетоком, я не знаю, как называется. Ладно. Потребность, нужда не отменяет мое фундаментальное право делать то, что я хочу, с тем, что мне принадлежит. Ну и третье возражение. Майкл Джордан играет не один, следовательно, у него есть долг перед теми, кто способствует его удаче. Ответ либертарианцев. Верно, успех Джордана зависит и от других людей. Баскетбол – командная игра. Люди не стали бы платить Джордану $31 миллиона за то, чтобы посмотреть, как он выполняет свободные броски на пустой площадке. Без товарищей по команде, тренеров, наставников, судей и и радиокомментаторов, рабочих, обслуживающих стадионы и так далее, Джордану никогда не заработает таких денег. Но этим людям уже платят за оказанные ими услуги по рыночной стоимости. Хотя они делают меньше, чем Джордан. Они добровольно принимают компенсацию за выполняемую ими работу. Так что нет никаких причин предполагать, будто Джордан обязан им частью своих заработков. Но даже если Джордан и должен что-то своим товарищам по команде и наставникам, трудно понять, каким образом этот долг оправдывает обложение заработков Джордана налогами, взимаемыми для того, чтобы раздать голодным продовольственные талоны или обеспечить бездомных жильем. Да? Ну и четвертое возражение. Давайте я дочитаю и закончу на этом. На сегодня. Продажа почек. Помощь в совершении суицида. Давайте. Так, что еще? Четвертое возражение
на самом деле Джордан не облагают налогами без его согласия. Как гражданин демократического государства он имеет голос при принятии налоговых законов, под действие которых он подпадает. Демократического согласия недостаточно. Предположим, что Джордан голосовал против налогового законодательства, которое, однако, было принято. Разве налоговая служба США не будет настаивать на том, чтобы он заплатил налоги? Конечно же будет. Можно говорить, что, живя в этом обществе, Джордан дает согласие, по меньшей мере неявное, подчиняться воле большинства и соблюдать законы. Но это означает, что мы просто потому, что живем в этом обществе, как граждане подписываем чек, в котором не проставлена сумма и заранее совершаемые со всеми законами, какими бы несправедливыми они ни были. Если сказанное выше верно, большинство может облагать налогами меньшинство против воли этого меньшинства и даже конфисковать богатство и собственность меньшинства. Что будет в этом случае с правами личности? Если демократическое согласие оправдывает захват собственности, то разве оно не оправдывает лишение свободы? Может ли большинство лишать меня свободы слова и совести на том основании, что я, как гражданин демократического государства, уже дал согласие на любые решения большинства? У либертарианцев готов ответ на каждое из 4 приведенных выше возражений, но следующее возражение опровергнуть труднее. 5-е возражение. Джордан является счастливчиком. Эта информация соответствует реальности. Эта информация согласуется с тем, что есть на самом деле. Эта информация полезна для использования. Эта информация проверена временем. Традиционно принято считать, что Майкл Джордан счастливчик. Эксперты сошлись во мнении, что Майкл Джордан счастливчик. Большинство людей думает, что Майкл Джордан счастливчик. Это троллинг, если что. Джордану повезло обладать талантом выдающегося баскетболиста. Повезло еще раз в том, что он живет в обществе, в котором ценят способности взлетать в прыжке в воздух и класть мяч в корзину. Неважно, насколько упорно он работает, развивая свои таланты, Джордан не может претендовать на то, что дарование, данное ему от природы, является результатом его собственного труда, или на то, что он создал эпоху, когда баскетбол популярен, и за игру в баскетбол хорошо вознаграждают. Так что нельзя сказать, что у Джордана есть моральное право удерживать все деньги, которые он зарабатывает, благодаря своим дарованиям. Облагая его заработки налогами ради общего блага, общество не совершает никакой несправедливости по отношению к Джордану. Но вот ответ либертарианцев. Это возражение ставит под вопрос тот факт, что таланты Джордана действительно его собственные. Но такая линия доказательства потенциально опасна. Если у Джордана нет права на выгоды, которые приносит использование его талантов, тогда на самом деле он не является собственником этих талантов. А если он не является собственником своих талантов и навыков, то кто является таковым собственником? Вы уверены, что хотите приписать политическому сообществу право собственности на его граждан? Идея собственности на самого себя привлекательна, особенно для тех, кто ищет прочные основы прав личности. Мысль о том, что я принадлежу самому себе, а не государству или политическому сообществу, один из способов объяснения того, почему неверно и плохо переносить мои права в жертву благосостоянию других людей. Вспомните наше нежелание сталкивать с моста дорожного человека, плодородного, нам толстяк был. Разве мы не колебались, потому что признавали жизнь
толстяка принадлежит ему, дорожного человека, дородного. Если бы он прыгнул с моста сам, по своей воле лишил бы себя жизни ради спасения путевых рабочих, против этого возразили бы немногие. В конце концов, это его жизнь, и мы не имеем права отбирать эту жизнь и использовать его по нашему усмотрению, даже в самых благих целях. То же самое можно сказать и о несчастном Юнге, Карле. Или как называла его мама, Карл Ик. Это я просто икаю, извините. Кстати, посмотрите, какую красивую я создал палитру. Я отметил, какая пропорция одного цвета к другому. Например, вот этот цвет на 1/3 состоит из синего, на 1/4 состоит из синего и на 3/4 из красного. Вот этот цвет наполовину из красного, а наполовину из желтого. Вот такие цвета я могу достичь пластилином теста. Так что все, пацаны, продавайте свои бэхи и покупайте учебники по философии. И раздавайте эти учебники философии бедным. И тогда сделайте мир лучше. Да ведь? Ради спасения путевых рабочих против этого возразили бы немногие. В конце концов, многие люди, отвергающие экономику laissez-faire, прибегают к идее собственности человека на самого себя в других сферах. Знаете, я думаю, что я собственник самого себя. Я не помню, когда я так начал думать и на основании чего. Мне просто эта мысль интуитивно близка. Как сказал бы Андрей Лемон, мои интуиции так работают. Интересно, Андрей Лемон будет внизу этого видео описан как упоминаемые люди? Андрей Лемон, 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 Андрей Лемон. Все. Андрей Лемон, Андрей Лемон, Андрей Лемон, Андрей Лемон. Так. Это может объяснить Андрей Лемон, Андрей Лемон, Андрей Лемон. Это может объяснить устойчивую привлекательность либертарианской идеологии, которая влияет даже на людей, благосклонно относящихся к государству благоденствия. Посмотрите, как фигурирует концепция собственности на самого себя в спорах о репродуктивной свободе, сексуальной морали и правах на прикосновенность частной жизни. Часто говорят, что государство не должно запрещать противозачаточные средства или аборты, поскольку женщина должна свободно решать, что делать со своим телом. Закон, утверждают многие, не должен карать адюльтер,
проституцию или гомосексуализм, потому что, знаете, почему-то, когда произносишь слово гомосексуализм, ты представляешь типа геев и как они взаимодействуют. Но мы забываем, что лесбиянки. Гомосексуализм проявляется в лесбиянках. Не только в мужиках геях. Да? Я мог бы, конечно, сказать, одобряем, не осуждаем, но я такого не скажу, зная, в какой стране живем. Мы гордимся тобой. Гомосексуализм. Потому что дающие согласие взрослые люди свободны самостоятельно выбирать себе сексуальных партнеров. Что если один из партнеров финансово зависим? Типа свободный, но очень хочет материальных благ. И поэтому согласен на секс даже с нелюбимым человеком. Вы думали об этом? Некоторые защищают рынок органов для пересадки на том основании, что человек является собственником своего тела, и поэтому имеет полное право продавать части тела. Некоторые расширяют трактовку этого принципа. О, Господи, я знаю много лет назад историю, я не знаю, насколько она правдива, но это шок-контент. Просто заголовок. Парень продал свою почку для покупки айпада. Представляете? Ой, какой ужас, корпоративные крысы, а? Зачем вы соблазняете? Поскольку я являюсь собственником своей жизни, я должен иметь право умереть, если я хочу этого, и заручиться помощью, готового помочь мне уйти из жизни врача или кого-то еще. У государства нет права мешать мне распоряжаться моим телом и жизнью так, как мне нравится. Идея того, что мы являемся собственниками самих себя, присутствует во многих спорах о свободе выбора. Если я собственник своего тела, своей жизни и своей личности, я должен иметь право делать с ним все, что хочу, при условии, что при этом я не причиняю вреда другим. Несмотря на привлекательность этой идеи, принять все выводы из нее нелегко. Секундочку. Ну все, камера умерла. Сынок. Или камера оживет? Ну теперь только так. Ну ничего, сейчас добьем. Оу, щит! Камера ожила!
Ура! Чё же она умерла? Так. Идея того, что мы являемся собственниками самих себя, присутствует во многих спорах о свободе выбора. Если я собственник своего тела, своей жизни и своей личности, я должен иметь право делать с ними все, что хочу. Но я не хочу есть суп, при условии, что при этом я не причиняю вреда другим. Несмотря на привлекательность этой идеи, принять все выводы из нее нелегко. Если либертарианские принципы соблазняют вас, и вы хотите посмотреть, насколько далеко может зайти в их развитие, рассмотрите следующий случай. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу экспедицию в мир знаний и надменного пыхтения и пердения небольшого такого философа из Химок ростом 1860 миллиметров. Запомним, где мы были, запишем. Мы запишем, где мы остановились. В чтении Майкла Сэндла на 87-й странице из 336. Мы прошли четверть. 89-я? Не, написано 89-я. Кому же верить? Буду это верить. 87-я. Вот, 19 страничек прочитали. Мы молодцы. И это заявление справедливо. 26%, не 25%. О. Надеюсь, вы тоже сегодня study и даже with me. Ну и как говорится, Андрей Лемон, Андрей Лемон, Андрей Лемон, Андрей Лемон, Андрей Лемон, Андрей Лемон, Андрей